Не понял. Кто это был? А? Это? Чего раньше не сказал? А? Завтра точно. А? Это после школы. Ты главное напомни. Угу. Так. Спасибо за мемолюрц. Так, сейчас. Обалденный ужин от компании. А у меня получится? Ясен, получится. Ты же главный ингредиент. Бедный муха. А? Сочные сосиски в тесте на палке. Берем барашка и отрезаем ему вкус. Не надо! Чего? Афон. Иди, рисунок мне принеси. Нарисуешь, только дам тогда. Так, ладно. Аппетит уже у людей, видимо, разыгрался. Уже и Нюшу, и Бараша хотят скушать. Так. Угу. Все. На месте. О, работает, прикинь. Короче, поставил мод на то, чтобы не было компиляции шейдеров вообще. Не знаю, ну, работает и работает. Плюс оптимизацию, короче, занес. Так, есть ли другой еще уровень сложности? Нет, ветеран максимум. Но я также ребаланс уровня сложности закинул. Посмотрим. Посмотрим. Короче. Где-то 6 или 7 модов накинул сюда. На оптимизацию, конечно же, закинул. Ага. Ага. Ну. Так. Окей. Угу. Так, я там челика вальнул. Да, мне сюда, короче, надо. Поменял еще экран смерти. Поставил там другое. Вроде как все должно работать. Блин, как-то мыльно, да? Я вот что хотел сделать, да. Вот резкость. Может на 80 поставить. Ох, ёпта. А зачем вообще эта функция существует? Ну, типа, что можно... Так же намного лучше выглядит. Так, погодите, а если сотку поставить? Блин. Убер четко. Но давайте как-то слегка его пониже сделаем, наверное. Ну, может, давайте заценим 50% резкости. Угу. Окей. Угу. Блин,
Постоянный перевес. Это перевес называется. Ну, слишком много вещей таскаю с собой. Мод на перевес как-то не стал ставить, чтоб не... Ну, это уж совсем уж облегчение игры. Перевес есть перевес. За свою жадность надо расплачиваться, так сказать. М. Вау. Ну и ну. Вроде бы растяжек никаких нету. А, кстати, совсем забыл. М. Ёпты, жестко потемнело. Я-то думал, на нем глушитель стоит, не? Плевалка. А? Что? Где? Буда. Вот это. Буда. Это защитный костюм. От радиации там. Химический. Как это называется? ОЗК, в общем. Общезащитный костюм. Ау. Ёб твою мать. Блин, чел, который тут сидел, он по сути получается застрявший был. Не мог выбраться. А где он, собственно? Я ж его убивал. Не? Размышления сталкера с белой горячкой. Вот бы кроты мутировали, а? Мы бы их копать заставили, собрали бы стаи и до всех подземелий добрались. Тут тебя-то копать хрен заставишь, а кроты поумнее будут, и добираешься ты только до бара. Все не занимай. Нет тут линии. Что тут? Кроты. А, графин аллар. Вот он, графин с водой. Графин. Кувшин. Кувшин с водой. Да, он где-то на кухне, по-моему.
О, спортсмен. Ай, что такое? Блин, что за херня? Нихера себе. А кто это мне так... Да ну нахер. А Fallout 5 играешь? Ну типа. А кто это такие галюны жесткие? Это накидывает? Ага. Да, спасибо. Нихера себе. Привет, Денис. Fallout. А почему Fallout 5-то? Где же нет строительства? Был бы Fallout 5, тут бы строительство было и все вот это вот. Но нет ведь. Букет. Блин, радиация вроде пищит. Недоработка. Привет, Гудзон. Опять сырые выпуски. Черем дальше, да? Я еще и моды накатил сюда сейчас, короче, на этот сталкер. И теперь как-то более-менее должно быть играбельно. Ну, еще более играбельно. Так сказать. Оно и так было окей, но теперь... В общем, сделал... Короче, скачал... Мать твою... Что за мод? Да, сейчас перечислю, что поставил. Так, я поставил хардкорный уровень сложности. То есть он делает игру еще сложнее. Поменял экран смерти. Меня задолбало это лицо кровосиси. Убрал диалоговый зум. Вот этот вот проклятый... Ну, они вот прям перед лицом у тебя становятся, когда ты общаешься. Мне это вот как-то не особо нравится. Убрал прогрузку шейдеров. Вообще, в принципе. Добавил возможность продавать сломанные вещи. И сделал оптимизацию вообще игры, в принципе. Чтобы игра была оптимизированней. И теперь, ну, блин, нормально летает все. Как бы и до этого-то не особо лагало, но как будто бы я не замечал, по крайней мере, а сейчас еще лучше. Я в детстве на этой строке цвет металла накрыл. Ну, блин. Цветной материал. Привет, Дон Станислав. Здорово. Тебе же выгодно их продавать. А зачем сломанные вещи убрал? Ты не понял. Сломанные вещи тут продавать нельзя как раз таки. Вообще нельзя. Теперь я могу, благодаря этому моду. То есть я сделал наоборот. Чтоб можно было продавать. А, отстой, ну правильно. Ну да. В общем, что-то разрабы намутили, тут намудрили.
А мододела бери и исправляй, конечно. Короче, комьюнити, как бы, все поправило, более-менее. Ну, всего сколько дней-то игра вот релизнулась, и уже там 11 страниц модов, ребята, там 11 страниц модов. В общем, как бы кайфуйте, играйте, я так считаю. То, как вы ее приобретете, там прочее, ну, это как бы ваше личное дело, так сказать. А так, я, ну, какой позиции держусь по поводу этой игры? Ну, просто будьте, как бы, это проще. Чисто сталкер, average сталкер enjoyer. Просто наслаждаюсь игрой, не более того. А то я что-то вот прям, ну, посмотрел много новостей по поводу тряски вокруг этой игры. Тряска жесткая, блин, прям вообще. Какой-то только тряски там нет. По поводу и без. Это вообще изначально странно, что сломанные вещи нельзя продавать. Крафт из хлама на наше все хорошему. Да, нормально. Ну вот сейчас я его еще на деле не применил. Но вот будем сейчас. Так, я тут что сделал? Ответы стоят дороже. Так, давайте пойдем по квесту. Так, еще, короче, по поводу этого. Блин, вот там что-то есть, но ладно. Мне, в принципе, и так все окей. Ну, блин, аномалии красиво выглядят, как бы то ни было. Все-таки, да. Да, да, да. Он нормальный, он хороший. Но есть все-таки но. Тут все-таки украинские разработчики, ну реально, типа прям, ну, не могли не измазюкать свое творение говном. И действительно добавили русофобии немного. Это вот отрицать никак нельзя. Но это же, опять же, можно легко убрать модами. Короче, жду не дождусь пака песен для радио классического сталкера. Вот. Чтоб всю вот эту вот русофобную хуету убрать из игры. Чтобы она была максимально аполитичной. Чтоб не было ничего такого. Вот. И, конечно же, русскую озвучку. И тогда, блин, идеальный сталкер будет вообще. Идеальный. Идеальный. Так. Я что-то ничего такого не слышал, а в чем это выражено? А что ты шаришься по заданию? Ну, просто по пути, да. По пути к заданию. Тут просто в этом месте было какое-то задание, точнее не помню. Там положить водку в схрон какого-то чувака, что-то в этом роде. И в чем русофобия выражалась? Там прям, ну, конкретная песня. Короче, в радио очень много треков. Я вчера весь вечер этим занимался, что искал этот самый трек. Но прикол в том, что его можно услышать только в определенном месте. В определенной локации, в каком-то баре. До куда я не дошел. Но и вчера я вот потратил на это 2 часа или 3 часа. Я типа листал треки. Но не нашел. То есть это вот в каком-то определенном месте есть. И там песня такая
украинка поет о том, как было бы хорошо, если бы не было русских. И тогда мир наступит на всей земле. Типа, что-то в этом роде, короче, поется там. И аранжировка там песни из Белла Чао. Типа а-ля революционерская песня. Ну, это какая-то полная хуйня. В общем, они такие. Насрали, конечно, эталонно хорошо. Ну и потом максимально старались как бы сделать это, знаешь, крысиным образом, без палева. Так, чтобы издатель, например, этого не заметил. Я уверен, Microsoft не допустили бы этого. То есть GSC Games, да, как они так называются, короче, эти разработчики? Они, ну, старались максимально насрать. И теперь я думаю, что начнется конкретная проверка со стороны, наверное, Microsoft или еще чего там, так далее. Наверное, они там конкретно уже с ними базарят, с этими разработчиками, мол, вы чё, суки, охуели, блядь, давайте извиняйтесь там, и что-то это и так далее. И если есть еще какой-то либо контент, то вырезайте. Ну, по-хорошему такая тема должна сейчас происходить там. Мол, если вы, суки, еще там что-то добавили, то, блядь, срочно вырезайте, блядь. Жалуются, что первый локот только набили событием, потом моя карта пустовата. Нахера в игру политику тащить, борцы, блядь? Ну, да. Конечно, можно было бы стараться их оправдать, мол, типа, их тоже понять можно и там прочее и так далее. Нет, блядь, ну, типа, политика и игры это вообще несовместимые вещи. Если уж разработчикам так охота там как-то это, ну, выразиться, то идите в ваш любимый твиттер и срите там. Но, блядь, но не в игре. Все-таки, по большей части... О, нифига труп. Сталкер первый, он как-то людей по большей части объединял, наверное. То есть, как бы не было каких-либо наций и тому прочего. Была просто одна хорошая, качественная вот игра. И все. Типа, как бы, украинцы там, не украинцы, вообще похуй. Как бы люди другие были и тому прочее. А сейчас эта игра наоборот, она как будто бы разделяет людей. Заметили такую тему? Ну, типа, разделяет именно на... по какой-то политической теме. И это довольно-таки грустно, на самом деле. Ну да. Ну, как бы и сейчас играет, ну, как бы второй сталкер. Но проблемка такая, что, ну... Сейчас люди другие, время другое. Опа, прикольно. Я Меган смотрю иногда по сталкеру. Петька Вандал. Да ладно, это мой сканер? И что мне делать?
Привет, Маша. Да вот больше удивляет само... Сами же поют такие песни, потом кричат за что за что у нас. Ну да. Ах, как бы... У них и так репутация полное говно, они тут и так еще и хуже только делаются. Не то чтобы вот именно, ну, не знаю, себе как компании, а целой нации типа, только хуже делают. Я хуй знает, что в голове может твориться у людей, когда добавляют подобное говно. Вообще не понимаю, реально. Ну, вот что должно происходить в голове у человека? Вообще не понимаю. Вот просто не понимаю. Какие-то благие намерения и что прочее. Вообще, блядь, хуй знает. Какие могут быть благие намерения? Вообще понять не могу. Это ж полная туфта. Кто в такое говно поверит? Так интернет же есть. Привет, Разель. Ну тут написано было, что типа якобы интернета нет. А так интернет же есть. А? Да? Как тут сюжетом? Лень качать недопиленную игру. Да игра-то вполне себе допиленная. Я еще и моду установил, и играется вообще хорошо. На, папа не знает. Вроде интернет есть, но он говорит, что нет. Другую игру играй. А? Что? Ау. Так, ладно, пошли отсюда. Я ж посюда выйду. А ёпта, не. Ну, насчет допиленности игры и багов, но баги они в принципе-то есть, но не такие жесткие, как о нем малюют блогеры. У меня игра всего один раз вылетела. Всего один раз. Насчет багов. Да вообще даже вспомнить особо-то не могу, какие баги я встречал. Ну и все. Вообще. Когда говорят о каких-то жутких багах, я просто вот реально пытаюсь вспомнить, что я встречал такого, что мне игру прям реально дико жестко портило. Разве что разработчики добавили такие вещи, как невозможность убивать каких-то ключевых персонажей. Например, есть такая группировка Варта. Варта. Так, М10 город. А, кстати, вот это еще не работает.
Так. Ну я хотел, получается, просто поубивать их всех. Короче, вот есть деревня, Волжская, как она там называется, короче, что-то такое. Там две группировки. Я решил просто избавиться от второй группировки в Варта. Эти какие-то челики, подосланные от правительства, чтобы контролировать что-то такое. Или какая-то частная военная... Ну, ЧВКшники какие-то непонятные. И, в общем, беру я такой и думаю, что сейчас все разрулю, уничтожу их, а нет, нихера. Не получилось. Они просто появлялись и появлялись просто все. Там какая-то херня такая. Я убиваю 5 вартовцев, которые охраняли главное здание, где сидит ключевой персонаж. После 5 убитых снова 5 там ресаются и стреляют по мне. Я там убил где-то 100 этих вартовцев. Они все появлялись и появлялись и появлялись и появлялись. То есть я себе организовал бесконечно враждебную по отношению ко мне NPC. Что как бы не очень хорошо. Как-то так. И как будто бы это ломает игру, потому что когда начинается стычка в этом городе, все двери с ключевыми персонажами, они запираются, становятся недоступны. И начинает орать мэр этой деревни, батя, мол, что на нашу деревню напали, все по домам. И все. Херово, да, вот это вот херово. Ну, вспомните, как сделал тот Говард, к примеру. Или это другое, блин. Так что, да. У того Говарда все ключевые персонажи тупо бессмертные, они теряют сознание, а тут, ну, двери скрываются, и просто ты не можешь добраться до этих самых ключевых персонажей. И все. А так убивать вполне себе, да. Можно. До кого вот ты сможешь дойти, тех ты сможешь убить. Блин, тут все, да? О. Я в День Чернобыля много раз пытался Сидоровича кукнуть. А там как это было решено? Как они сделали? Просто дверь же запиралась, да, по-моему, что-то такое. Бочки взрывала, ему похуй. Он бессмертный был. Ну вот. В общем, ничего не поменялось в этом плане. Все так же. Блин, УЗИшка прикольная, конечно. Ё-моё, как же у меня много всего, бля. Надо выкидывать что-то. Увеличение голода. Давайте все пиво выбросим. Ну, водка как будто бы нужна. Защита. Ага. Воу! Чё за нахуй?
Уильям Дефо, бля. Да блин. Это что было вообще? Вспышка перед лицом прям. А, я не сохранился. А я где вообще? А, ну слава богу. Блин, а это что за рофло-то вообще? Я не понимаю. Алло, кто это делает? Ау! Ебать! А то надоело смотреть на Уильяма Дефо, реально. А тут на Уильяма Дефо. На этого. На кровосись. Видели, там что-то было? Ау. Блин. Ебать, больно. Полтергейст. Может быть. Но нет, я что-то за полтергейстом такого не встречал. Полтергейст максимум что-то этого, как называется, вещами кидался, как истеричка. А это дерьмо прям меня жестко бьет. Короче, выкидываем всю водку нахуй. Так. Пьем воду. Энергетик. Так, он где-то там. Вот не понимаю, что это. Но оно где-то там. Я хочу убить его прям. Видел? Вот что-то там зеленое было. Значит, он меня оттуда палят где-то. Ну-ка, попробуй пойти сюда. Да, он где-то тут. Он где-то тут. Сукин сын. Так, вот так он меня не видит, да? Вот где-то здесь эта мразь. Вот грызть. Ау! Где ты, сука? Кажись, какой-то новый мутант. Мощный какой-то. Где он? Череп. Так, давайте-ка резкость увеличим. Ну, 80. Вот что-то спереди, что ли?
Вот она тут кабана убила. И съебалась. А кто в курсе насчет мутантов сталкера вообще? Кто на такое дерьмо способен вообще в принципе? Я такой вещи впервые вижу. Я хоть и все части сталкер играл, но такого прикола вот не помню. У, Бюрер? Бюрер? Да ну. Да ну. Бюрер это тот, который... Такой коротыш с плащом, который бегает. Ау! Блять, он где-то здесь. Я вот, блять, не вижу, но он где-то здесь. Теперь. Блин, а. Вот собака. И тут. И тут он. И тут он. Ага. Давай смотреть. Вот как не смотрю, вообще не вижу никого. Нету его. Странно это, конечно. Привет, я тоже ее прохожу. Как тебе игра? Игра хорошая, хорошая. Она еще становится еще лучше, когда ты моды накатишь. Я моды накатил, и моды ставятся очень легко. Блядь. Сукин сын говна, где он, блядь? Сука. Оптимизация фиговая только. Блин, вот все говорят, что 40-90 не тянет и там прочее. Блять, я в 30-80 нормально играю. Вообще спокойно. То ли это массовое самовнушение, то ли что, я хуй пойми, ну. По мне все окей, блядь. Играю вообще на эпичном. Все окей. Вообще не понимаю прикола.
какая-то массовая истерия по поводу оптимизации. Она, конечно, не идеальная, она плохая, но, блядь, не настолько, что прям 40-90 там, ну, утрирует, как всегда. Привлечение на привлечение. И там баги с миссиями будут и зависания, видимо, ты не дошел еще. Я уже с этим столкнулся просто. Ну я, да, может быть, не дошел. Блин, красиво выглядит, конечно. А, вот тут внутри Зил стоит. Миссия Свар ты проходил? Блин. С косым? Со сферой? Я там за бомжей пошел. Не за варту. О, лягушка. Лягусонок. Где? А, нет. Нет, сюда. А? Я не знаю, кто-то ушел. Но на них много плавает. Блин, я в себя какую-то ловушку загнал. Я ходить не могу по этой луже. Да. Интересный момент. Да, загрузимся. Готовься, луту мало будет падать с убитых, потом в Залесье уже рейдили. В Залесье не рейдили, нет. Не спойлери ничего. Привет, Харачевска. Сталкер 2, да, им первая часть с модами. Не, первая часть. Ну как сказать, ну тут кто-то называет эту игру ремейком первого Сталкера. Короче, я сегодня столько разных видосов глянул. Как, ну, я смотрел видос от этих XCBT, как они тряслись, сидели. Потом смотрел видос от DeadP. Также еще другие видосы. А самое прикольное то, что комьюнити сталкера вообще типа не трясется, им похуй вообще. Там просто видос один видел, там типа Сталкер 2 с модами, какие использовать, типа чел просто типа с чистым кайфом рассказывает, какие моды поставить и что он не меняет, там прочее, так далее, так далее. А все эти вот непонятные блогеры, журналисты, так сказать, трясутся, блин, по поводу этой игры. Им лишь бы повод потрястись. Вот первый баг будет на рейде. Бойцов не будет, звуки стрельбы будут. Если такое у тебя будет, вы просто за деревней дождитесь. Ну, не спойлери, ничего не рассказывай. Постарайся разобраться сам. А так, конечно, спасибо за совет. Стат какая-то интересная.
Я вообще не спеша играю. Спокойно иду, что-то хожу. Просто чтобы время не тратить. Блин, я одно время себе это там жестко потратил. Когда я решил варту залезть и уничтожить. Блин. Эту кнопку нажал. Так, Вадилитун. Слышь, ну мне что-то ваши расклады вообще не по маслу. Данила Кепа. В натуре и какие же. Ходите как псы дрессированные на каждый бляха свист. У Рузвельта подбегаете. А он тут еще свисток базаря. Я тебя услышал. А когда тебе за базар ноги ломать буду, услышат и остальные. Опа. Ну, да. Ноги у него поломанные, видимо. Блин. Эх, человек за базаром не следил и умер. Бывает что. Монолит Рей. Ну ты, блядь. Говоришь, а нет, не понимает. Надо ему, блядь, конечно же, сказать. Надо озвучивать бандитов гнусавым голосом, как в первых сталкерах. Ну, это чисто по типу. Но, надеюсь, озвучка будет прям огонь. И там будет какая-то такая тема. Нормальная. Ну, я думаю, они будут так озвучивать. Статуя какая-то. О, нихера. Ну, блин. Бык. Угу. Блин, что я вспомнил? XBT называли всех игроков, играющих Stalker 2, сосальщиками мошонки. Может, стоит начать хотя бы с этого быка? Ну, посасывание. А там уже видно будет. Блин, никак не подступиться. Эх, блин, не влезаю. Че зыришь? Привет. Это, походу, Геракл борется с быком, да. Да, какой-то такой. Памятник Геракл. Прикольно. Давайте поставим памятник вымышленному персонажу. Это нормальная тема. Главное, чтобы он какую-то идею олицетворял хорошую, воодушевлял и так далее. Вот, например, те же японцы ставят же там в Токио больших японских роботов, гандамов. Им прикольно. И всем прикольно. Они там еще и могут двигаться, по-моему. Так что это все прикольно. Вот была бы эта игра, вот без всей этой вот суеты, да, творящейся в нашем мире. Вот если бы эта игра делалась теми же людьми, которые делали вот прям первый Сталкера, то есть, ну, просто представьте себе такую картину. Негатива нет, и все такое. То тут, я уверен, вместо Геракла, ну, стоял бы там, ну, Ленин. И проще другие, типа, эти фигуры. Ну, просто, ну, типа, нормальные фигуры, касающиеся СССР, всего такого.
Или там Маркс какой-нибудь, я хз вообще. Седьмой подвиг Геракл посетил Крит и убил разъяренного быка, послал нас на остров Посейдоном, наказание местному царю за недостойное жертвоприношение. Недостойное жертвоприношение. Че он, интересно, там сделал? Погодите. А что означает это, ну, этот памятник тогда получается? Типа, делайте достойную жертву, что ли? Или как бы вы плохо не жертвовали, вы избежите последствий, если разберетесь с этими последствиями, или что вообще? Понять могу. Где мой-то? Бык-коллектор, Геракл алименщик. Алименщик. Да, тема с алименщиками, она все еще актуальна. Актуально как никогда. Не, ну представьте, это прям, ну, большое количество мужиков, которые убегают от налогов, алиментов и прочих таких типа вещей. И да, по факту есть там такой один момент, когда ты сговоришь с каким-то челиком, а он говорит тебе, мол, типа там на большой земле я судимый, нахуй. Там убил людей и вся херня, я тут вот скрываюсь, по сути. Вибирай, сталкере. У мене Так что тут все они такие. О, продать можно. Все, балдеж, балдеж. У мене. А, бля, вот это продать нельзя. Видимо, потому что пушка особенная, и на эту пушку как-то эта тема не распространяется. У мене. У мене. Блин, ну тупник крутой так-то ствол. СВДшку продать, что ли? Хотя не знаю. Я просто... Хотя, ладно, да? Короче, глянем, что будет стоить вообще, в принципе, починить это все дело. Ладно, АР-ку неизвестного сталкера я, короче, это заберу, пожалуй. Не буду его продавать. Все остальное можно, в принципе, сдать нахер. М860 крекера. Ага. Ага. Блин, дроба что ли взять себе? Зубр 19, букет С2. Я вроде как ставил, кстати, мод под названием реальное название пушек. Так что вроде как оно и работает, а вроде бы и нет, непонятно. Не, бык это беспредельщик, посланный бароном, а Геракл чемпион среди паспортиков, которым все ваши бароны туда пизы. Он чисто ради челленджа приехал и убил беспредельщика. Ну да, он такой, этот Геракл. Ну, по факту ему было насрать, типа, по большей части, скорее всего, на людей. Он так силу свою испытать хотел.
Блин, ну этот дробовик так-то... У него так много модов стоит. Улучшений. Жалко его продавать. Ладно, давайте подтвердим. Так, где техник? Не техник нужен. Кукуха. Якщо кудись дістатись треба, то це проблема. Про кукуху чого тільки не... Ну що, підемо? Проводник. Можу зводити куди... О, Fast travel. Наконец-то. Я уж не думал, я уж не знал, что он есть. Клочок бумаги со списком. Маслята, волыны. Гнус, гнус, блядь. Пекло ж Нестора загубитись так невчасно. Хоч би кого за себе... Холодно, блин, крепко мне чаю. Бабай. Що ти тут хотів? Ах, что ты хотел? Показать плевалку. Привет от Акопяна. Передаю привіт. Від Давида Акопяна. Ну, привіт, я... Привет получил, если это все, Якщо це то все, шуши то дальше, що дел ви по так? горлу. Справ по горлу. А ще він просив. А что он просил показать тобі тебе це. это? Знакомая вещица? Знайома річ. Та ну нахрен. А Акопян уложил моих? З виду А с виду лох лохом? От я Вот и попал. Это ж, сука, и за мной придет. Нужно отчалить по быстряку и залечь на дно на время. Охренеет он искать меня по всей зоне. Охреніє від мене шукати по всій зоні. Слухай, Слушай, помоги мне добраться до схрона. Обеспечишь охрану, получишь купоны. хочеш охорону? Все в плюсе? По рукам? Ну, погнали? Можемо вирушити. Готовий? Погнал. Выманить Захара, стерикон сопроводить Захара. Так. Привіт. Привет! Привет! Блин, у него тут это вообще... Э, Заходь, випивай. Да блять, в смысле сопроводить Захара не получил? Он сдох или что? Падла, блять, он убежал что ли? А вон он же. А почему задание провалилось? Нічого. Хай приходить. Да блин, у меня задание провалилось. Постойте. А это сохранение когда сделано? Ну, вроде нормально. Читал еще о лайфа не отключили. Может, включат когда-нибудь. Надеюсь. Ну, тут, конечно, этими лайфами не пахнет. Грустно он работает. Ну, точнее, его нет. А так, если бы он работал, то не было бы этого казуса с этими респавнящимися сталкерами, которые вот просто у тебя за спиной спавнятся. Акопян. Бля. Не В ходе подумав. есть. Ну, отпущен. Понял, понял. Мне просто надо его кокнуть или что, интересно? Нічого. Хай приходить. Зустрінем. Привет. Да. Ну не надо, блядь, шутить нахуй на тему украинцев. Давайте не будем, блядь. Майже прийшли. Не гальмуй. Осуждаю. Вот не будем опускаться до уровня некоторых этих представителей украинского народа, которые любят
травить людей по причине национальной какой-то принадлежности. Мы ж не такие, ребят. Ебать. Ты, блядь. Ну, это касается не только украинцев, конечно, но и вообще всех и вся. Реально складывается такое ощущение, что все в интернет лезут петросянить свои охуительные шутки. Фига застав. Ну а чё, меня этот, блядь, кровосисец заебал. Решил поставить что-нибудь такое свое. Уильям Дефо. Акопян. Бля, не подумав би. А, я его сразу убивать не буду, кстати. Я дождусь, пока он мне бабки переведет там. Нічого. Хай приходить. Зустрінем. Давай, Прийшли. бабай. Гальмуй. Экспорт, 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 экспорт. Обмануть обманщик. Чекай тут. Треба зробити дещо. І рушимо далі. Двинем дальше. А, Вже близько. Погнали. Підійди пізніше. Один шмаркач, а скільки планів в сраку. залутал, что ли? А ось і я, волоцюги. А вот и я, бродяги. Сталкерочка відпущу і обрисую. Хм. Зробив діло, отримай купони. Далі ми самі. Довго на смітнику мені стерчати не можна. Куда дальше? Думаєш бігти? На малу. Там не На малую. Там не пожируешь, зате это лохи доверчивые. Батя з ними як в дитсадку нянчиться. Шизи хильнуть. За Понятно. мене не переживай. І краще мої Лучше моим браткам друзі, дорогу не приходи, у меня тепер память ступай. короткая на добро. Ну окей, ладно. Бывайте, ребята. Красиво. Ну вот это я грамотно поступил. Дождался, пока он мне бабки переведет. Кстати, бабки были немало, я вам скажу, нахуй. Он мне 6К перевел. 6К перевел. Красиво. Получить награду у Акопяна. Так, потопали. Ну, это пиздобол какой-то был жесткий. Сталкеров честных обманывал на бабки. И даже с летальным исходом, насколько я понимаю. Так, давайте пистолет лучше возьмем.
Мгм. Ну, теперь у него память стала еще короче. Сейчас брат позвонил, говорит, смотрит Кубок Огня. На квиз по ГП пойдем через 2 часа. Начнется. О, прикольно. Как понос резкий. А, это увлажнитель воздуха. Вот такой вот сфера. А? А, нифига прикол. Да я урвал по дешевке. По-моему, 800 рублей стоил, что ли. Купил 2. Месяц как уже им пользуюсь. Нормальный. Эх. Насыщает меня кислородом. Тюку котенок. Ругдалеры папа, что не берем. Ругдалеры папа. Так, получается, я сейчас получил бабки от Бабая. И сейчас еще и бабки от Акопяна получу. Вау, вообще жестко. Красотка. Спасибо, Ягу. Ага. Хорошо. А моя Акопян? Не знаю. Акопян какой-то. Вот он стоит. Давид Акопян. Захара Бабая нема на телефоні. Захар Бабая нет на Терриконе. Выманил его? Как все прошло? Так, Да, больше не нас потревожит. вважатиме. Дякую. Спасибо тебе. Теперь это падла никому не навредит. Нікому не зашкодить. Жаль, меня там не было. Я бы ему плюнул в лицо на прощание. Йому плюнув в обличчя на прощання. Як і обіцяв, Как и обещал, проли оплата. Было бы больше такому человеку, я бы не пожалел. я б не пошкодував. Підніму за тебе Подниму за тебя бокал у Драбадана. А Может, не один, а там и решу, куда бы дальше идти. Или останусь. Теперь тут безопасно. Тепер тут безпечно. О, 6000 еще плюс. Щасти тобі. Блин. Кайф. Ну, в принципе, давайте-ка... Так. Дать-ка Гурону этому продадим сломанные пушки. И не сломанные пушки. 300 за это ты... Ты как, нормально вообще? Блин, сразу вот в голову приходит эта вот бабушка, которая говорит, сколько? Ты что, охуел? Проведу. Можу звати. Короче, в Залесье погнали. А чё цены такие стрёмные, блин? Он же целёхенький, фуловый. Хотя бы косарь, я думал, будет. Нормальный калаш. Блин, слава богу, тут все-таки есть какой-то fast travel. Может, на цену мод есть? Есть. Но я, по сути, одним паком закинул. Ребаланс всего, что есть. То есть тут ребаланс денег вознаграждения за выполненный квест. Ребаланс ремонта. И всего прочего. Короче, тут теперь, ну, как-то более-менее адекватно.
Смотрите. Аномальный сталкерок был. Зеленый. А новый калаш такой сколько стоит? Вот. Сволота! Сволочи, перевели тут все, торговлю мне испортили. Мало ли кто откуда мне хабар принесет. Причем тут я? Хабар носить. Давай сразу свое соучастие. Ні, але що ти А только под автоматом, что ты им скажешь. для Че это не... Вот, сотка. Ну, тут 300, блин. Вот говно. Ну, обрез этот косарь уже стоит. Ну, не знаю. Тут, видимо, баланс работает, так сказать. Ну, ладно, чё. Ща. Сейчас заценим, сколько будет стоить починить пушку. Потому что вот это самое больное было. Ну, справедливости ради, я теперь могу продавать еще и сломанные вещи. Так что, как будто бы, що навел, думаю, а он тут нечего возмещаться. Для тебя. Ну, бля. О, кстати, да, нормально. Починить эту арку стоило, ну, блин, не спиздеть, 14 или 15 тысяч. А теперь это более-менее нормальная, приемлемая цена. Вообще хорошо. Привет, Френдли, здорово. Не, я имею в виду, за сколько торгаш продает такой калаш? Ну да, я понимаю. Ну, блин, он бы продал мне его, я уверен, за 5К, наверное. Не, ну глянь, какой ар бодрый у меня теперь будет. Плюс утопленник. Короче, сейчас жестко пересмотрю мой пул стволов. Бля, сейчас вообще будет хорошо. Так. Слишком плохое состояние. Ну, починил, допустим. Техник не может установить это лучше. А? Хлеб, да. Масло, да. Варенье, да. Вот, варенье. Мені кімчі ідеально смакує не лише до традиційно східних страв, наприклад, до смаженого рису, до локшини, до рамена. Це для мене ще й неодмінний додаток до ранкової вівсянки. Просто спробуйте зварити вівсянку, додавши в неї трошки кунжута, трошки льона. На останньому етапі в цю вівсянку кидаєте ложку грецького йогурта і перемішуєте докупи. І потім в вашу тарілку викладаєте Ну чё? ті додатки, які ви звикли до неї робити, але якщо це солоні додатки. І до них ще кілька ложок Пістолет з куфа. крутої кімчі. До речі, за таким самим рецептом пекінської капусти кімчі ви можете зробити ще й кімчі редьку бейкон.
робите все те ж саме, але капуста Че там? Рецепт какой-то говорят, как готовить. Так, о, ядрить. Хорошо. Так, вот он, вот калаш мой великий. Так, что получается? Я продаю это. Мать твою, А от і мій улюблений. что там жахнуло-то? Ну, допустим. Блять, ну как нахуй? Не, ну, блин, вот как... Ну, ребаланс он такой. Блин, я не знаю. Как будто бы и нормально, но в то же время и пиздец. Как бы грех жаловаться, но в то же время ёбаный стыд. Я просто овер дохуя денег вложил в эти пушки, и в итоге я получаю всего лишь 2300. Ладненько, что поделать. О, голограф. Так, голограф беру. 4000 отдам. Блин, жестко. Да, это жестко. На. Заглядай. Заглядай. Так, все. Ну, блин, все еще очень много у меня пушек, согласитесь? Как будто бы все еще очень много лишнего у меня. Вот плевалка, она как будто бы прикольная, но в то же время... Я хз. Вот, мне узишка не нужна, по сути. А от і мій улюблений. Для... Да ебать, а как? 100, 300, 600. Бля. Ты прикалываешься. Чё так мало-то, блядь? Чё так мало? Увеличенный магазин для компактного пистолета-пулемета М10 Гордон. Еще больше тра-та-та. Еще больше тра-та-та, блин. Еще больше тра-та-та. Ну, сука. Ну, этот глушитель можно забрать себе, в принципе. Блин, вот прицел какой-то крутой. Ну а нафига тебе столько пушек? 2 с глаза на все ситуации, ну разве что пистолет на крайне. Ну это да, я понимаю. Поэтому я и продаю, как бы. Поэтому я и продаю. Я вот думаю, сижу насчет плевалки. Вот был бы он, сука, каким-то... Он съедает те же пули, что и мой пистолет. Вот это вот меня смущает. Он за косарь уйдет, в принципе. И, ну и ствол такой довольно-таки, типа, непростой вроде. А-ля легендарный. Ну ладно, давайте не буду его продавать. Заглядай. Пойду закину его... А! Вот. Сюда положу его. Угу. Все. Ништяк. И продам ему лишние патроны теперь. Вот это вот говно продам. Ненужное. А, постой. Стой. Заглядай.
А, нет, он за этим. А это какие тогда? Рина, гром, лавина. О, для винтореза? А-а-а. Слушай, нужный патрон получается. А что за плевалка? Выглядит как пистолет с прикладом, но есть удобная в обращении пушка. Не, она прикольная. Она прикольная, но просто как будто бы на самом деле лучше вот с этим пистолетом. В том плане, что хотя... Блин, капец, я, конечно, в раздумьях жестко. Ну вот. Это Скорпион, по сути. Это Скорпик. Прикольная пушка, кучно бьет, все дела. Хорошая. Нычки всякие. Ну, блин, пистолет с куфой, он хороший. Просто он съедает приличное количество пули вот в этом. Как бы у меня сомнение большое. А, так вообще технарь ничего не может сделать с этим пистолетом. Бля. А техника вообще не способна ни на что, да? А, это уже стоит. А утопленника... О, утопленника можно. Угу. Блин, денег нет. Деньги кончились. Счастье. Ладно. Где... Я вдруг осознал, знаете что? Я вдруг осознал, что у меня нет денег, чтобы уехать обратно. Да сука. Че, пешком переться, что ли? Твою-то мать. Ладно, пойдем. По пути схрон чекну. А, давайте еще поспим, не хочу ночью идти. Блин, поставить что ли мод на более долгие дни? А то тут ночь наступает просто охереть как быстро. Ну да, придется пешком идти. Блин, капец. Вот самое главное не рассчитал. Проезд домой, типа. Неловко получилось. Километр, ебать. Да за шо? А он с ножом быстрее бегает? Блин, вот бы артефакт найти.
Артефакты теперь стоят адекватную цену, кстати говоря. Но... Ну, как бы и справедливо, потому что артефакты тут очень редкие. Их найти — это целое дело. Повезти должно и все такое. Вот разве что вот с этим артефактом все просто было. Который находится... Где он там? Тут есть одна точка интереса. Вот здесь. Вот тут сфера стоит, и она типа гравитационное какое-то поле создает, и там ты можешь подобрать вот этот вот странный мяч. Прикольный артефакт, очень прикольный. Стоит вообще, ну, типа взгляните на эту цену. Один из легендарных измененных предметов, которых сталкеры болтают у костра. Детский мячик неожиданно тяжелый. Кажется, что пока он экипирован, полю боев причиняет меньше вреда, особенно если стоять на месте. Да ну нахуй. Чтоб я стоял на месте, нахуй. Ну все, пора. Пора, родной, пора применять новые пушки. Сука. Так. А как из-под ствола, ёпта, стрелять? Так, вот этого я не понял, кстати. Подствольник. Зажать надо. Ёб твою мать. Все, понял. Ну, как бы логично, окей. Ха, за сколько его торговец купит? За 3000, по-моему. Я не знаю. Посмотрим. Но это еще торговцы такие. Мне кажется, если я найду ученого и попытаюсь ему продать, ученый его, ну, может быть, возьмет за, ну, не знаю. Может, за какую-то более адекватную цену. Ну, типа она стоит 99. Он купит, ну, может быть, за 50. Ну, может быть, за 20. Ну, надеюсь на это. Ну, справедливая цена как будто бы 20. Но в то же время я такой думаю, что это может сильно экономику в игре подпортить. Ну все же, артефакт есть артефакт, не этот. Да. Нихуя. Так, интересно. Да, это безумный грабеж. Блин, ну это имба. Все. Ебать.
Интересно, эти бандиты зареспавнились, конечно. Как-то странно эта птица выглядела, согласитесь? Когда он троил что-то это. Я подумал, сука, дрон летает, что ли. Я чуть не охуел. Так, ну что тут у нас? Ага, с тозом. Тоз сломанный. Птица дрон-масон. Блин, ну теперь возвращаться обратно в деревню надо. Ну, кстати, я же смогу уехать теперь. Продам все это дерьмо и нормально. Ну вот это вот, конечно, не дерьмо. Я даже, блин, не представляю, как я без этого жить буду. Вот как бы с одной стороны хочется и утопленником пользоваться, потому что там... Вот, блин, он такой. Нельзя снять с него вот эти вот приколы. И с этого оружия тоже нельзя снять. Банкир, блин. Блин. А так бы я снял, конечно. Вот отсюда прицел и поставил бы его на утопленника и нормально. Да, классная тема. Но все же от чего-то надо избавляться. Хороший ствол. Прицел прям сильно роляет. Надо, жалко, снять нельзя. Или можно. Я не знаю, сейчас к технику дойдем. И посмотрим. Послушаем вердикт какой там. Что скажет доктор вооружение. А? А? Жылор телефона не уйдет. Посма. Мама бит было. Заряд-то. Или заряд-то. Ну а зачем тебе две пушки с дальним прицелом? Оставь какую-то одну. Ну, тоже верно. Ну, просто у этого патронов-то побольше будет, а те патроны, они как бы подороже. И так далее. Ну, сейчас посмотрим, что по цене будет. Так, тоже продам. ПМки. Калашек. 300! Ты чё, Ты конченый, что ли? 300 всего лишь. Ну, за утопленника ты, конечно, даешь нормально, нахуй. Блять, и за это всего 300. Ну, он вообще конченый, что ли? Ну, серьезно. Я уж думал, сейчас уеду отсюда спокойно. Но нет, ёпта. Ублюдок душит меня просто. Не, но я принципиально не буду, бля, типа, деньги платить.
за проезд. Я уж лучше пешком пройдусь, ну это пиздец какой-то. Ну реально охуеть может. Что так дорого-то, ну? А патроны ни хера не стоят, да? 0, ёпта. 0, 0, 2, 5. Пиздец. Вот это пиздец. Но ребаланс, конечно, конченый у меня стоит. Ну, как будто бы с одной стороны окей, но с другой стороны, блин. Как-то дохуя обидно, блядь. Пиздец. Все равно не хватает. Чушь. Ладно, решил продать еще. И погоди. А вот И за сколько ты мне продашь обратно, например? Я такой передумал, блин. Пошел нахуй. Нихуя себе. загляда... Ебать, 9000, пиздец. 9000 просит. Какой мудовый урод. 9000, сукин сын. Хомяк, ёб твою мать. Я в ахуе просто. Ладно, ставим АР-ку. С АР-кой походим. Блин, ну СВДшка, она, конечно... Прикольно вроде. Пошли. Блин, у меня перевес. Может, чисто у хомяка такая тема с деньгами. Может, у других продавцов будет нормально, более-менее. Патронов на СВД хватает? Ну, нормально вроде. Я, конечно, могу вот так вот сделать просто. Патроны на СВД дорогие, конечно, дорогие. Блин. Погодка что-то прям. А как я прошел это место? Твою мать. Вот СВД, кстати, я нашел здесь. Тут есть сталкер один, которого все ищут. Этот Леший его зовут. Вот тут я его увольнул. Причем он тут так расположился по жесткому. Везде тут, блин, растяжки ебаные. Это вот одна из его растяжек была как раз таки. Сволочь. Если пушки подбирал по принципу, что по большей части эти патроны лутать с врагов, тогда можно долго лазать по зоне, без боязни остаться без патронов. Ну типа да. Север. А, погоди, блядь.
Солдаты, что ли? Ну. Так, я вдруг вспомнил, что надо ключом открыть КПП. У меня же был ключ. Да, блин. Дол... Блин. Что-то проигрываю с этого Уильяма Дефо. Все, наконец-то. Укромная заначка. Давайте пойдем за заначкой. Ну. Заначка. Как будто бы там деньги должны быть, но на зоне теперь только политика электронных платежей, поэтому вряд ли там деньги, конечно, будут лежать. Наруто мод. Вот так побежал, да? Руки назад так. Глинка. Я охерею с этой погоды. Причем продолжается. Анимешный. Да. Японскую озвучку. О, как там? Блин, ну это очень рафильно было. Да, аригато, Сталкер-сан. Аригато, Ани-чан. Блин. О! Артефакт! Артефакт! Где-то тут. Артефакты.
Да, нормально. Так, теперь главный артефакт ищем. Артефакт, возможно, нас вытащит из бедствующего положения. О, где-то тут, где-то тут, где-то тут. Вот где-то вот, блин, прям близко. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Морской еж. Блин, что эта сфера делает? Ради защиты средняя. Кстати, а цена такая прям бодрая. Ну все. Живем. Ага, много денег стоит. Так, ну потопали, потопали. Давайте сюда. Так, вертолетыч. Ахахахаха. Она химией бьет, оказывается. Аномалия кайфово выглядит, да. Бабай-сан. Кто-то идет. Нани? Да. И главное, чтоб тяночки были, да. О, не-не. Чтоб все были тяночками. Вот. В первых сталкерах нормально были такие себе. Ну что-то там мигает, летает. Прям фантастично смотрится. Да, согласен. А вчера мне какой-то чел доказывал обратное, что тут, мол, все как-то дерьмово выглядит. Аномалия говно. Понятно было, что какого рода у него, ну, почему он так говорит. Как бы. Голыми тяночки. Не, ну это перебор. Не. Никаких голых. Нормально. Да, аномалия тут топ. О, кстати, знакомое место. А, да ладно, я ж тут буквально, ну... Оно не оно. Да, железная дорога. А, так я... Блин, это... Лол, это же знакомое место. Я вот тут. Депо. Перепятанные значки там прилетают. Ну да, это свалка, но просто вот это вот именно это депо я помню. Тут же, помнится, ты за каких-то сталкеров с этими, с бандитами сражался. Потом мы передвигались в эту сторону, и тут был переход на другую локацию. Что-то такое было. Не Агропром, кстати. Агропром. Не Агропром. Кажись, это он? Или он? Так, это бандиты, да? Пернач. Іди он з бугром перетри. Понятно. Да, это бандиты. Кто бугор? Туз. З цим до пахана. Привіт. Понятно. Ну, правильно, на колени передо мной. Палиці вже сталкер. Вибиваєш з них інфу по схрону, всі кулаки зіб'єш, а в хабару 2 булки хліба. Еще и в баре поставить шест для танцев, проводить чемпионат по полдансу среди анимешников и новой фракции. Нарутовцы, ванписовцы, да. Бувай. Бличевцы. Ага. На колени, все, правильно.
Француз. Привіт. Давай, рассказывай. Тут з кожним роком лягавих все більше. Різних мастей, а методи однакові. Бувай. Бывай. Іди з бугром перетри. Да где ваш бугор-то? О, стоят. Лепила. Іди з бугром перетри. Понт. Цим до пахана. Ебать! Вы гниды, блядь! В спину стреляете! Машрумы. Так, ладно. С бугром перетри. Да ебать, откуда? Ну. Надо было сохраниться прям перед выстрелом. Я этого не сделал, по-моему. Ну сейчас Джон Уик момент будет. А, не, я как раз сохранился. Так, какая сука по мне шмаляла в спину? Нет? Из комнаты, может быть. Ну, кстати, что-то есть. Так, всех бандитов. Да еба. Жестко, жестко. Пока Джон Уик момента не происходит. А может быть с глушителем поработаем? А, кстати, для ближнего боя как раз плевалка подойдет. Бандерольку отправляет опять. Да мать твою. Да перезаряди, лол. Вот бы ему еще коллиматор поставить, вообще шикарно было бы. Ебать! Ладно, достаем Калашевича. Да блин, какая-то сука вот стреляет по мне где-то сбоку. Он наверху или еще где? Вот понять не могу. А, бля, вон они. На нахуй. Под ствол как раз. Да ебать, а этот откуда взялся? Жестко крысит меня отовсюду. Их тут вообще дохерища. Но убить всех реально как будто бы. Или тут слишком какой-то... Блин, что-то мне начинает казаться, что это, возможно, какая-то жесткая сюжетная локация. Мне просто так всех развалить не дадут. Блин, мне начинает реально так казаться. Так. Может, наверху еще кто-то есть? Блин, вот бы позицию получше занять.
Блять, только не лимонка, братан! Сука. Ебать, еле успел. Суки. Пожалуйста, быстрее, блин! Да, с модами. Видел? Уильяма Дефо. Ребаланс сложности. Хардкор мод поставил. Короче, сейчас погоди. Я это уже просто рассказывал. Суки. Прошивают, суки. Блин. Вроде зачистил. Или нет? Или еще где-то есть? Ну, бандитская косуха. Полное говно, конечно. Но продать можно. Ячейки под аномалии, это вот конкретно от одежды зависит. Понял, понял. Ну, физическая защита чуть-чуть получше будет. Блин, ну не знаю, ладно. Профильная штука возьму. Вот и кэшбэк подоспел. Феликс Клей. Склеился, ёпт. Димон Гангрена. Гангрена. Имена у них, конечно. Как он себе заработал, интересно, эту кликуху? Блин. Не очень прикольно, наверное, быть Гангреном. О, не валяшка. Поднял. Или надо шмальнуть по ней.
Лол? Вы кто такие? Говори з головним. Снорк. Здоров, чоловіче. Жик фаталист. Раз уже зустрілися, може треба. Прикольно. Как я только справился с этими бомжами, пришли какие-то чуваки занимать данную позицию. Прикольно. У нас Чича был, его имени даже не знал никто. Назвали, потому что выглядел как мужик-убийца в 14 лет. Лет 30. Пиздец, Чича нахуй. Да уж. Не прикольно как-то. Живешь себе, просто существуешь, и вдруг ты на Чича. Кого? Блин, кто опять суету наводит? Ёб твою мать! Якраз не хотів діставати волину. Валик Пернощ. Я уж подумал, это Папич. Что-то такое, типа. Блин, интересно, есть Папич? Как будто бы должен быть. Вот он валяется, этот мудак, который сейчас шмалял по мне. А где его ствол? Непонятно. А, вот он. Так, ну смотрим. Да, кстати, неплохие такие. В хорошем состоянии. Более или менее. О, а Витя туз был непростой. С АРкой ходил. Да хотя, блин, вообще даже не имеет смысла, наверное, подбирать патроны, которыми я вообще не пользуюсь. Но даже с темой продавать его. Потому что ценник на патроны 0 просто. Вадос бомж. Бомж. Каких только имен нет вообще. Я уверен, что здесь есть какой-нибудь там, скажем, ну не знаю, типа Ваня Чепуха, там какой-нибудь. Привет, Малерджи. Но мақтан багын жебер келдім дағаны әнстің құбам. Спасибо, спасибо за добрые слова. Что написал? Ну, по сути, все то, что ты вот
Обычный говоришь, Гудзон. Вот. Благо, благо, что ты есть, пришел домой, сразу включил твой стрим. Как бы в каком-то смысле даешь отдохнуть и успокаиваешь, плюс даешь вайб, так сказать. Большое спасибо. Никогда не бросай стримить. Вот так вот. Вот. Как-то так. Спасибо, Малерш. Но игра большая прям такая. Мы ее долго будем проходить точно. А с модами вообще еще веселее будет проходить все. Так, кстати. Моды, да? Что поставил сюда? Сейчас давайте токарю отвечу на вопрос. Поставил смерть экрана с Вильямом Дефо. Ребаланс всего, что касается в игре конкретно по уровням сложности. Там входит сразу ребаланс сцен. Блин, какая-то тварь идет. Крыс бандиты, да? Блять, погодите. А я в опене стою. Мать твою. Падлы! На! Давай перезаряжай, придурок, сука! О, достал его, достал. Все, нормально, нормально. Вот гниды. Без... убрал диалоговый зум. А то диалоговый зум тут вообще какой-то лютый трэш был. Ну, то есть ты такой, хочешь с кем-то пообщаться, а он вот просто лицом к тебе вот так вот. Вот так приближается. И охереть может. Убрал вообще диалоговый зум. Добавил возможность продавать вещи сломанные. То есть тут нет возможности продавать сломанные вещи. Из-за этого как бы, ну, теряет смысл вообще лутать. И поэтому я добавил его. Возможность продавать, ну, вообще. Ну, вот вещи такого состояния, например. Получаешь копейки, но все равно. Как бы нормально. Так, что еще? Оптимизация вообще игры поставил. Теперь как бы не сильно тормозит. Да и вообще как будто не тормозит. Ну, как-то так. Думаю... Да, это все, что есть. Я все рассказал. Такое ощущение, что где-то вот тут должна лежать сумка. Чей-то схрон. Был бы я сталкером, явно сюда бы что-то заныкал. Хотя место супер очевидное, конечно. Не поставила. Ничего это. Че это шумит вообще? Причем стрёмно так. А, это сама аномалия так шумит? Впервые она так как-то... Она как-то впервые для меня так звучит. Вот. Что-то такое. О, кого-то порвало.
Тут аномалий много. Ага. Понятно. Зареспаунились малютки. А, бандиты, по-моему, или солдаты зареспаунились за спиной. Надо бы мод такой найти, который исправляет тему с респаунами этими конченными. Так, там кто-то сидит. Пришло время для СВДшки. А это не зомби случай? Подобається мені це. Від нас не втече! Да, это зомби, лол. Блин, тут еще и полтергейст где-то. Ауч, 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 ауч. Они убили их? Блин, меткие зомби. Твою мать. Оу. Все, перекатываемся. Ай, 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 тихо. Блин, не то залутал. Ну ладно. Эта игра сделана на Unreal Engine, да. У них собственный движок был на первой части. Аккуратно. Ай, блин, мудака. Сука, а где этот? Блин, надо найти этого полтергейста быстро. Он где-то рядом. Так, записка. Да блин, выносливости нету. Да ну нахер! Нет! Я подумал, сейчас взорвется. Ай, блин, гондон. Ну да. Как будто бы... А вот он же, блядь! Подонок. Блин, не знаешь что?
Блин. Раз, два, три, четыре. Оп. Блин, я, по-моему, вот... Да. Что-то... Это мутант такой. Полтергейст называется. Он выглядит как сгусток энергии, но на самом деле он, типа, делает себя таким невидимым или что-то типа такого. На самом деле у него есть тело. Вполне себе осязаемое существо. Бля, вообще не вижу. Че он говорит? Блин. Все, всех убили. Вашу ж мать, я, блин. Ой, бля, идет, идет. Так, всех положили. Еще какие-то сталкеры подошли, что ли? Блин, все, патронов нет. Ёб твою мать, он трупом кидается. Да не кидай ты меня, блин. Сволочи. А, кто-то живой, что ли? Ёпта мы. Прикинь. Блин, я вообще попасть не могу, лол. А я, блин. Да пипец, я все патроны потратил. Наконец-то грохнул его. О, нормально тебе, бать? Ну да, жестко тебя зацепило, конечно, смотрите. Нога через голову. Это, по-моему, вывих. Вывих, да. Поговоримо колись згодом.
Жестко, он трупаками кидался, конечно. Ромашка. Блин, имя-то какое. Ромашка. Грач. Гордый. Неплохие патроны. Профсоюз. Вадик профсоюз. Блин, а вайперы хорошие, не? Не, конечно. Ящер. Фига себе. Целый ящер. Так. Тут наверняка что-то есть интересное. Так, аптечки, хавчик. Бинты. Ну, записка тут была, помнится. Алекс, зря на свободовцев бочку катит. Вредный, так кто в зоне не вредный. А за деньги совсем другой разговор. И ствол продадут, и на росток проведут. Главное на блокпосте шорох не наводить, блин. Козлы вонючие. Нихера себе, откуда у меня этот ствол? Откуда Марк? Ладно. Где? Наверх-то. Можно, наверное. Как-то, если вот сюда подняться. А, я ж тут ради тайника. Ну да, где-то наверх надо подняться. Да не, это я просто пришел в это место, и тут ничего не это. Как бы это сказать. Ну просто это тут вот так вот расположено зомбаки и полтергейст. И какие-то рандомные чуваки пришли. Так, надеюсь, тут есть подъем где-то. А, забей. Подъем это далеко очень. Ха! Ну блин. Наверное, я смогу тогда распрыгаться. Надеюсь. Блин, дай-ка выкинем всякий хлам. Чтобы быстрее двигаться. О, как-то да. Блин, ну... Может быть, здесь протиснусь. О, другое дело. Так.
Все, четко. Блин! Хорошо, что сохранился. Ага. Оп. А, да ладно. А, да ладно. То есть так не работает. Зря поднимался. Вау. А представь себе мое лицо, если бы я, ну, обошел бы вот это вот все. И потом вдруг понял бы, что я это все сделал зря. Так, ну, как будто бы сюда можно встать. Да, блин. Что-то я не парю, не понимаю. Так, а тут есть такая тема, как поднимать вещи? М. Да, вон он схрон, вижу. Блин. Момент, конечно. Попробуй тела таскать, что поделать. Нормально. Человек-бочка. Человек. Человек-бочка. Человек. Вот. Сейчас я их сложу в кучу и будет подъем нормальный. А, не получится. Да блин. Я думал, что получится, но нет. Вот если бы была бы еще одна бочка. О, а вот и она. Посюда я тебя не просуну, да, наверное? Ладно. Пойдем привычным путем. Да блин. Бочку, успокойся. И иди прямо.
Блин, ну я надеюсь, там будет вообще охереть, что в этом схроне. Учитывая то, как до него трудно добраться. Прикол, они поднялись. Хоть стоит невозмутимо. О, давай, давай. Ну блин. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да не хавает, блин. Ох, ох, погоди. Ну вот почти. Только вот сюда вот наверх надо поднять его. Да блин. О, господи. Нихера себе. Блин, может меня как-то багом закинуть наверх? Пусть мать, чё кашляешь? А, ну я хз, как это делать. Загрузился. А, блин, отсюда. Короче, они этот схрон как-то хер пойми зачем поставили. Ну то есть его, ну, нереально забрать как будто бы. Ну по факту. Вот посюда никак не подберешься. Вот, скатываюсь. Если как-то вот так вот подниматься. Может быть, конечно, надо разогнаться.
Не, ну херня какая-то. Да, блин. Эх. Бля, я понял. Сука. Я думаю, это настолько тупо. Да. Вот сюда подняться надо, короче. Да. А я вот интересно, куда иду вообще, в принципе. Явно какая-то локация такая. Ну, вход как будто в локацию какую-то. Широкую на широкую. Ростов. О, Ростов. Новый регион. А, нихера себе. Сказал я себе. Да, честный open world, так сказать. Идешь куда хочешь. Блин, и там стопудово будет говно. Фу, хотя нет. Целый комбинезон валяется. Неплохо, ладно, ладно. Так. 2 слота под артефакт. Легкий комплект снаряжения группировки Свобода. Обычно используется новичками, но любим и ветеранами за спортивную удобность. Мгм. Ну, нормально, нормально. Неплохо, неплохо. Наконец-то, да. Свершилось. А, почему этот схрон как будто не сабтайтл? Ладно, насрать. Пойдем. Пора подзарядиться. Пора, родной, пора. Да. Блин, сколько же всяких конченых мемов вот в интернете. Так. А. Трупы исчезли. Интересно. Так. Обычные эти бронебойные. Все, понял. С обычными вот.
сейчас, походу. О. Автобусы брошенные, комбайны. Нормально такой честный размер автобуса, да? Я такое редко встречаю. По отношению соотношения размера игрока и автобусов. Транспорта подобного. О. Вы любите комбинезоны? Я никогда не одевал кого-то комбинезон. Или я просто не знаю, что это такое. Как выглядит комбинезон вообще, в принципе? Дашь попробовать? Холодный. Не знаю, что-то захотелось чекнуть. Комбинезон. Лол. Не, я комбинезон никогда не носил. Получается, типа full body одежда, да? Прям такая. Вот. Мне, скорее всего, комбинезон никак не пойдет. Да. Так, буханка. Есть чем? Пустой. В игре имел в виду. Ну, не знаю. Но мне, в принципе, нравился сталкерский комбинезон. Пивство силы не мудрость. Блин, вот эта тема раздражает, конечно, что бандиты просто спавнятся тебе за спиной.
Блин, ну этот ствол прям интересный, конечно, я подобрал. А? М, м. Угу. Що хотів? Что хотел? О. Кожен, хто вважає, Каждый, кто думает, что зону нужно можно изменить или починить, идиот. Окей. Побачимось. О, прикольно же без этого. Без зума этого. Кринжового. Так, а как сюда подняться? И можно ли? Блин, даже не прыгнул. Надеюсь, там ничего нет. Вроде бы и нет. О. Да, вроде нет. Да блин. Кажется, твой друг в беде. Если хочешь, чтобы друг из беды выбрался, заходи в Султан, поговорим. Привіт. Артефакт. У мене І на... Привіт. І... Драбада. Ага, 300 Заходь. за куртку, значит, да? У этого торговца. Так, а у этого что? Вибр... Хап. 500. 500. Да. Ну и хуйня. Ну и кал. я для Бачиш эту швабру в кутку? Вперед! Швабра в углу можешь прибраться. Не може Толку тебя сталкер с товаром никуда не послать. або вкраде... Либо сопрешь, либо сдохнешь. Ну нет, так нет. як скажеш. Стривай, вільний. Не спеши, вольно, погорячился. У меня просто недавно курьер вместе с грузом пропал. Я дещо... Вот я и на взводе. А что с Що курьером? сталося з кур'єром? Пес його знає. Хрен его знает, но точно ничего хорошего. Я идиотов и воров не нанимаю. Шансов, что он толкнул товар и где-то бухает, Товар десь бухає. немного. Я міг би пошукати Могу твій выяснить, вантаж. куда твой груз делся. Мой курьер Гонзо последний раз выходил на связь рядом с местом доставки. Біля місця доставки. Там был Своровцев хата, на карте отмечу. Запитай, чи не бачили вони чогось Запытай. підозрілого? Я реально Пойди хочу распусти, может заметить виправдатися подозрительно. перед шахом їхнім. Запытай. Ну блин. А вдруг возьму и реально запытаю. Хто? Шуршив же. Блять, шуршил. Чого кривишся? Знову відхопив? Було діло. Нічого,
відлежуся. Ну і варте воно того. Хабар забрали, пістона вставили. Кому воно треба? Знайшов би собі кришу, би ще хтось. Ви... Хап... Ну, 3000 за это, в принципе. Пять тысяч за это, бля. 6000 точнее. О, ну цена, конечно, блин. Повертай... Да все еще перегруз, да ладно. Ви... Ай, бля. А, нихера себе глушитель. Блин, я постарался его починить. А чё у него патроны стоят? Обычный. А, по косарю отлетает. Ну, охуенно. Пиздец, торговля, конечно, кал. Надо, короче, мод качать отдельный на торговлю. Чтоб справедливый был более-менее. Повертайся. Ну-ка. Сейчас попробуем. Я уверен, я что-то смогу найти, ну, на скоряк. Так. Вылетела игра. Не-не-не, я просто выключил ее. Я просто сейчас хочу поставить мод.
который... Который мне торговлю подправит. А то торговля тут говна просто. О! Alive, короче. Но это не Alive, а... Короче, респаун более-менее нормальный, типа, делает, насколько я понимаю. Так, ну-ка, ну-ка. Сейчас, подожди-ка. Вот. Посмотри, барыжа. Так, сегодня у нас 25 ноября. Много противоречивых сообщений, мир пуст, я получаю бесконечно волны спауна. Мне интересно узнать, кто же попробовал Life Longest Delays Edition. Кто-то только вышел сегодня, и каковы результаты, я тоже попробую зачитать. Просто надеюсь, что мы получим хоть что-то, что хоть немного работает, пока не разберемся с этим бардаком. Мне не нужна тотальная война, просто что-то, чтобы мир не оказался полностью лишенным жизни, за исключением тех случаев, когда они появляются. Угу. Так, 24 ноября. Ну, вот это как будто прикольно. Давай заберу. А то спаун врагов, конечно, это просто пиздец какой-то. Они просто у меня за спиной появляются и все. А так хотя бы что-то. Так, теперь мне нужно... Что-нибудь на торговлю. More flexible trades. О. Блин, вот это взять, что ли? Чтоб дни длились подольше. Real Weapon Names. А, погоди-ка, я не ставил, что ли, Real Weapon Names?
А, лол не поставил, прикинь. Надо поставить. Скачай Шрека или репорт. Какой Шрек? Какой репорт? Ты что? Дувак? Я не вижу Шрека просто. М. Так, ну-ка. All time. Или CG. Не, ну было бы классно, конечно. Я так и за. Но пока такого нет. О, классический энергетический напиток. Ну, вот этого я беру. А, Increases reward. Где-то это море посмотрим. Monster Energy Drink. Блин, так и монстра возьму. Это вот прикольно. Monster White. Да, Black возьму. Black. 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 А, блин, я его не туда закинул. Прикол. Пора, родной, пора. Да, компьютера Япон. Gunfight Rebalance, Detector Range, Gameplay, Hotfixes. Что за чистый-то? Мода-то. А, нахер. Это трогать не буду. LF Band-Aid Fix.
Вообще неиграбельное говно, говорят. Не. Блин, с одной стороны, конечно, прям что-то это... Спавн этот сраный трогать. Дружелюбные собаки. Японская локализация. Блин, капец, капец, походу японцы жестко любят играть. Сталкера. Так. О. Так, вот это возьму, чтобы дни длились подольше. А то подожди. Угу. А, русские. Так, рекомбат. Так, уменьшение задержки между обнаружением и действием использования укрытия теперь чаще используют укрытие движения, повышенной мобильность. Блин, прикольная тема. Так, вот это я возьму.
типа искусственный интеллект будет покруче. Но торговли, сука, нет, да? Ты не превращил смуду, не придется писать. Не, нормально. Если их надо удалить, то это, ну, просто переустанавливаешь. А тут ты просто удаляешь. Переустанавливаешь. Не, никаких переустановок. Никаких. Все будет хорошо. Заболел. Блин. Ну, таблетосов закинулся, купил. Надеюсь. Надеюсь, не Коксаки. В смысле? Как ты мог заболеть Коксак? Пускай организм сам справляется. Ну ты даешь. Эх. Дело твое, конечно, но все-таки стоило бы закинуться. У меня на Fallout 4 был установлен порядка 50 модов и Nexus, и нормально. Хоть игра стала юзабельной. Угу. Но главное, чтобы они как-то с друг другом не конфликтовали, и все. Так. М. А, вот же есть Real Weapon Names. Хотя ладно. Я скачал. Русский. Бля, ну нету, короче. Ладно, поставим эти... моды, что я скачал. Угу. Ну все.
На. Так, ну все вроде работает. Похер, короче. Придется с этими. С такой экономикой играть. Ну, с одной стороны, как будто бы я, если сделаю адекватные цены на торговлю, в плане того, что мне будут больше платить, или вообще, в принципе, платить за патроны, может быть, я себе, ну, действительно испорчу торговлю. Хаба... М14А. Кстати, ну, реально название. Вот, СВД. О, нормально. Так. ХК 416. Пистолет Скиф. Так. ТОС БМ-16. USP Tactical. МАК-10. АКСУ. Да. М870. Угу. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Ну... Пошли. Припекло ж Нестора загубитись. Так невчасно. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними переде. За спільне діло. Це яке ж спільне тіло? Сам ти тіло. Будьмо. Миша боксер. Накрылся твой заказ, сталкер. Опоздал ты? Нет больше по нас, скотина какая-то прямо у тайника замочила. Какого человека загубили? Я сидел бы с нами на Тариконе и говоря бы не знал. Ну за упокой. Не чокаясь. Ну это я его грохнул, если че. Он напал на меня просто. Вообще-то, извините, Коксак это... Культура энергетика нынче звучит по-новому. Коксак это вирус, который обнаружили в 1949 году. Я сам не придумывал это слово, вот сейчас опять вспыхнул этот вирус. Наташки привезли с Турции, наверное, делали туркам коксаки, привезли сюда. Среди детей в школах сейчас летает это. Серьезно? Жестко коксакают? Блин, страшно нахуй. Блять, чего такое не придумал? Коксаки. Блять, вот делать нечего. Погоди-ка. Заходь. А, не, Monster Energy. Все правильно. Ладно, нормально. Так, хабар надо как-то забрать с крыши. Ну, я так понимаю, этими коксаками болеют многие, да? А многие заболевают им преднамеренно. Или заставляют им болеть других людей. Блин. Сука. Блин. Да. Это в честь города, который в Нью-Йорке. Коксаки. А, во.
О, ПК мертвяка. Херово все вышло. Нельзя было кису бросать. Вот что ты ноешь? Четвером сдохнуть было бы лучше. Нет, ну хотя бы пристрелить его. Если какая крыса будет стрелять по бегущему под выбор, в следующий раз под ним сама останется. Ты сам слышишь, что несешь мороженое, блин? Да тебе гну с кормом для мутантов назначить, по-другому запоешь. А я с вами двумя больше никуда. Нахер. Рассорились. Сталкерочки. О, оно. Какому акценту? Я никому ничего не должен, особенно с гомоакцентом. Так. Блин, а? Ну как же там безумно фонит, пипец. Карис. Звучит же охуенно. Я не могу ничего с собой поделать. Маркарис, он звучит только так. Так, пойдем по квесту. Блядь. Когда годика выйдет, интересный ремейк? Вроде как в этом году должна была, да? Или я ошибаюсь? В 25-м все-таки, да? Печально, печально. О, близко. Ну, кстати, как будто бы... Ну да, так. Как будто по этому крану и подниматься надо. Ага, значит это лестница, не лестница. Понимаю. Угу. Странная дырка, скажите.
Аномалия, не иначе. Опа. Гонзо мертвый. О, и другие. Обыскать трупы в поисках информации. Хорошо, сейчас будет сделано. Так, только мне надо, скорее всего, стволы поменять. Угу. Так сойдет. Сталкер. Сава Басурмка. О. Тёма Бубин. Ядрить жесткий замес был. Эдик башка. Так, Эдика башки. Переписка, блять, что нахуй? Я же нажимал. Так, доцент. Шах опять нашу долю зажилил. 3-й месяц подряд, сука. То есть ничего нового. Мы еще работаем за бесплатно или еще ушли, или уже ушли в минус. Завтра выйдем в плюс. Гурон Шаху груз передать должен. Время действовать по твоему плану. Пошли пройдем Майнкрафт. Ну, можно будет как-нибудь. Я его так и не прошел, по-моему, да. Был заказ когда-то на Майнкрафт. Наконец-то одолжил пару людей для солидности. Встретим курьера пораньше, возьмем свое. Маску надень на всякий груз, прямо в котельную тащите, без остановок. Не парься, все сделано по красоте. Так. Значит, котельная какая-то. Ублюдки. Бандеролька. Слон. Вальнул я слона этого. Валик с женой. Мак 10. Блин, ну Мак 10 так-то... Блин. Ёб твою мать. Ауч. Четко, четко. Пацаны работают. Что такое? Что вам надо? Ну, пошли. I am Steve. Когда выходит этот I am Steve? Джеком Блэком. Главные роли. И с Джейсоном Момоа. Хз.
Блин, из кровосиси где-то. О-о-о. Выглядит эпично. Труп с противогазом. Нихера себе. Серьезно? Больше ничего? А выглядит-то как интересно, да? А по итогу. Эх. Блин, какая-то охраняемая территория. Может зайти туда? Завод. Ага. Не, ладно, нахер этот завод. И как будто бы это я там даже был, что ли. Непонятно. Бандитский беспредел. О, тихо. Да ну. Блин. Уильям Дефо меня встретил. Но пришло время для СВД, как будто бы. Пора, родной, пора. Так. Когда Граудет? Но он у меня есть, но пока еще не осмелился я включить. Ну, запустить имеется в виду. Блин, я страшно захерачил этого человека, у него, по-моему, башка аж взорвалась. А, лол. На. Блин, было бы прикольно, если бы у них реально бошки взрывались. Как в том же Fallout. Блин, было бы славно. Еб-3 тут радиация. Но. Бля. Да блядь! Да
Долбоёб, не кушай! Пиздец. Анимацию ей отменить никак нельзя. Чё стоишь, думаешь? Крепко так призадумался прям. У-у-у, чел. Это прям хорошо мне занес. Хотя... Какими он стреляет? А, такими, да? Бля, вот как же жалко, что я, сука, автомат с прицелом продал. Пиздец. Тупо получилось. Поликек, здорово. Что за моды стоят? Ну, их много. Сейчас скажу. Стоит мод на реальное название оружия. Ребаланс. Ну, комплексный ребаланс по уровням сложности. Там много чего меняется. Но по большей части как будто бы, ну, все справедливое и, ну, сложнее делает слегка. Скин на... Ща. Скин на энергетик. Теперь это Monster Energy. Так. Поменял экран смерти. А то задолбал этот кровосисин на меня смотреть. Только что поставил еще мод на искусственный интеллект. Чтобы они обходить и всякое такое типа делали. Ну, чтоб покруче. Типа Alive поставил. Короче, штука такая, которая... Ну, не делает вот это вот говно из разряда, чтобы у тебя прям за спиной типа отряд бандитов появился. Они будут появляться, но подальше, типа, знаешь, как-то. Так. Убрал диалоговый зум, что вот прям вот так лицо к лицу не было, прям это выглядело как-то стрёмно. Оптимизацию закинул. Более долгие дни сделал, а то тут смена дня и ночи вообще какой-то конченый был. Убрал компиляцию шейдера вообще и возможности продавать сломанные вещи. Вот так вот. Секс-моды. Да. Так скажи, не вывез сложности понерфил врагов. Зум это фишка из Обливенной Морвин. Да. Привет, Игорь Федоров. А почему? Не показывается чат. Нормально. Это Сталкер 2. Привет, Игорь. На энергетик МБ. Ну да. А то, блин, хер пойми какой-то непонятный энергетик. А тут понятный мне чисто, типа. Был бы флеш, поставил бы скин флеш. Так. Сюда заходим. Закрыто. Так, ясно. Надо через окно. Через балкон, точнее. А насчет этого, ну... Мусор летает.
А насчет ребаланса этого как его, сложности, ну там не все так просто. Тут как бы идет подчинка более адекватных цен при ремонте оружия, более адекватные какие-то там еще что-то. Ну вот прям все не вспомнить. Вот МП5 нормально стал. Здоровье мутантов, по-моему, еще тоже там адекватное там стало. Точно там много чего. Блин, мне даже самому как-то интересно стало. Да, и к тому, что за него сажают же, не? Это информационный вкид такой был. Ты что? Поверил? Мы все сидим. Ну да, мы как бы сидим. Но в прямом смысле сидим, а не в каком-либо другом переносном. Ща. Найти бы этот. Мод. Я просто, ну мне капец как стало любопытно именно в плане того, что это поменял конкретно. Сука, как он назывался-то, я не помню. Какой-то ребаланс. А, хардкор мод, по-моему. Хардкор мод. Хардкор мод. Так, ща. О, еще один прикольный мод нашел. Называется гладкая вода. Вода больше не тормозит тебя, типа. А то торможение вот этой вот воды, оно в игре сломанное. Ты просто без повода начинаешь тормозить. Максимально по-идиотски. Где он? Хардкор. Modular Hard Mode. А, вот он. Modular Hard Mode. Вот. Короче, сейчас мы играем на ветеране. Или погоди-ка. Ну да, ветеран же, да, правильно. Тут же другого типа нету. Окей, значит ветеран. Но тут на английском он называется, по-моему, хардкор. И тут, короче, что? Так. Стоимость апгрейда увеличена со 125% на 310%. Стоимость починки понижена со 100% до 65%. Ага. Так. Награда за сайт-квесты увеличена с 75% до
250. Стоимость покупки и продажи расходников увеличена со 100% до 220, хотя наоборот в игре мне почему-то оно вообще как-то мега по-ублюдски сделано. Не, пока такого нет, к сожалению. А чё по мутантам, кстати? Они теперь очень быстро двигаются, кстати. Например, если кабан по умолчанию бегает, ну тут цифры такие стоят, не знаю, какая-то скорость, но по умолчанию у него скорость стоит на 535, то в этом режиме у меня он увеличен до 725. То есть они пипец быстрые. Так. Угу. Ну такое. В предыдущей части играл? Да. Вполне еще. Я их прям марафоном проходил. О. Заметил. Но GTA не осилил. Почему не осилил? Все осилил. Он у меня просто стоит на стопе. Это как на паузу нажать. Ой, не ставь здесь. Пускай стоит. Пускай тут стоит и все. В онлайн жизни пауза. Блин. С MP5 ходить, что ли? О, патроны. И сталкеры эти, кстати, проходил с Lost Alpha и с Аномалией. О, доцент. Если ты с загрузом, вот, забирай на здоровье. Мне он теперь нахрен не нужен. Это все башка со своими идеями тупыми. Так и знал, что он в чем-то проколется. Давай договоримся. Я могу все объяснить. Ну валяй. Ну пояснюй. Все должно было пройти бескровно. Башка с моими двумя людьми должны были прийти на место сделки заранее и сказать курьеру, что Шах послал их за грузом. Но курьер, видно, что-то заподозрил, обмен затянулся. Башка задержался, и пришли посыльные Шаха. Началось мочило. Все, чего я теперь хочу, сталкер, выжить и свалить. Только что себе... Что тебе предложить? Шах не платил ни хрена, точно. У меня есть координаты его схрона. Там особая пушка. У-у-у. Шах ее для себя с большой земли заказывал. Забирай груз и корда. А мне дай уйти. Лады? А почему против Шаха пошли? А ти тоді чому ризикнув піти проти Шаха? Потому что он гнида, долю нашу зажал. Совсем от жадности крыша потекла. Ладно, еще свобода за спиной крутить мутки. Лохи на то и лохи, чтобы их доить. Понятно. Но он в последнее время и на своих взъелся. Параноид на ровном месте. Общак весь себе загребает, базар не фильтрует. От него полбанды свалить хочет. Да сыкотно. Ладно? Гаразд. Давай мені товар та координати схрону Шаха. Знал, что мы паладим. Координаты груза и тайника с пушкой скинул. Только мой тебе совет, сталкер. У бара своры этой пушки не свети. Тех, кто вещи Шаха трогает, он к себе лично приглашает в кабинет. Заводит, а из кабинета выносит. Бар свора. Схрон Шаха. Кайф. Ага.
Окей. Фига он тут устроился нормально. Я узнал, что в Сталкере трассировка это дефолт настройки, ее нельзя офнуть. На картах, которые не поддерживают лучи освещения, сломано. Ага, понял. Монстры наши. Так, ёбана! Охуеть он далеко! Ну ладно, пойдем. Красиво все-таки выглядит эта игра. Блин, заценишь, что ли, это место? Это же первая такая большая игра на Unreal Engine. По-моему... По-моему, да, как будто, слушай. Сюда, сталкер. О, вон он стоит, да? Смотри, мать твою, я застрял. Да иду я, мудила. Пятачок хуев. Давай же, веди. Я нас верю. Че? Ты пойдешь за мной? Ебать. В смысле давай веди, я в нас верю. Кстати, артефакт где-то. Убега. Не, ну все-таки интересно. Может, он мне схрон даст. Бабки переведет. Я ж не кровожадный маньяк-убийца, блин, твою мать. Ще это все, да-да-да. Коксаком он заболеет в тот же час, когда я его спасал. Жестко начнет проявлять симптомы. Илюха. Блин. Звездец. Ну, блин, действительно. Балдеж. Фонарь.
Электрозащита, радиация средняя. Бля, в пизду такую защиту, знаешь. Вообще не спасло ни разу. Продам. 4, бля, ебать тяжелая хуйня. Так. А что мне с тобой делать-то, чел? Я вообще не понимаю. Ну давай же, веди. Я в нас вірю. Я в нас верю, блин. А что мне делать-то? Как тебя спасать-то? Ну, возможно, сломал, да. Давайте я попробую вырубить его. Сейчас. Это получается, скорее всего, аишка. Аишку вырублю. И все. Да. Ну давай же, веди. Я в нас вірю. Так. Ну давай же, веди. Я в нас вірю. Но его было не спасти, поэтому как бы... Не хотелось бы, чтобы этот квест висел у меня. Так, пойдем сдадим квестик. Да, он примерно так и упал. Блин. Сдадим этот груз. Тяжелый он безумно. Потом сходим за этим стволом интересным.
Блин, болты так нормально летят. Далеко. Блин, уже жестко вечереет. Но день продлился нормально так, да? Хорошо. Трехступенчатый фильтр спокнулся. Вкус хлорки. Блин. Херово. Воду очищал. Прям из-под крана. Блин, что-то мне как-то даже не это. Может, я когда-то думал о том, чтобы приобрести такой фильтр, но Перекону тепер важко доведеться. Пахани не Зараз уже ні. зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. тоже такой был. Ничего, реально прикольная тема. Вибирай, сталкере. Так, насчет Ти пропавшего хотів, груда. щоб я знайшов. Так, я... Вот он. Твій товар в мене. Зачем выполнено? Роботу зроблено. Бачу, ти людина. Вижу, ты человек делал, а я тоже купоны выслал. 4000. Неплохо. Ага. Вибирай. Хабар. Окей. Блять. Блин, может дробаш этот взять вообще? Как будто прикольная тема. Вместо этого. А, охуеть, он дорого стоит. Не-не, в пизду. Тиски. Угу. Да не, лучше продам. Так, 20 тысяч в кармане. Хорошо. Повертайся з хаба. Блин, ну давайте скинем вот эти вот приколы. ПП-19 Бизон. А, Бизон есть, ничего себе. АПС. И Парис. Вектор есть еще, ничего себе.
Кармель. Блин, оружия тут всякого очень много, оказывается. Короче, вот эти вот ненужные патроны я буду скидывать, которыми я не пользуюсь. О, нормально, нормально. Хорошо. Так, может патроны какие-то получим более-менее нужные. Ух ты, блядь. Вот это вот надо купить. Сотка. Ну, неплохо, слушай. Нормально. Повер... Так, показать ключ-карту кондеру. Блять. Ну, за спільне діло. Та яке ж спільне тіло? Сам ти діло. Будьмо. О, технарь. Бля. Знайшов це на бандит. Вот такой нашел бандитов знакомого. Еще бы. Ключ-карта от моей мастерской, запасная. У Нестера была. В какую жопу ты меня, старый хрен, втянул? Думаешь, Нестер у них? Думаєш, Нестор у тих, хто не... Какие еще варианты? Я тебе даже больше скажу. Поет он там соловьем. Хотя я его не виню. Если пальцы в тисках, как-то не до секретов. А на Тариконе таких инструментов, поверь, хватает. И большинство как раз не у техников. И кто эти люди? Ни малейшего. В этой схеме со сканерами винтик принеси подай. Кому они по итогу попадали, не в курсах. Но Нестор все записывал. И если не ошибаюсь, эта летопись была у него в особой нычке. Может, проверишь, но мало ли. Давай проверю. Координати я тобі. Угу. Купончики скинул еще. Сподів. Оп. Блин, вот этот парень мне и нужен был. Блин. Че я там? Ладно. Так, все починили. Так, все это установлено. Вот это можно поставить. Радиозащита еще улучшенная. Износостойкость. Пиздец дорого, ебать. Нахуй надо. Так, прорезиненное закрытие, покрытие, да. Уменьшение разброса. Выглядит прикольно. Бабла не хватает теперь. Пиздец. Ну все, потратил все деньги. Бля, хотя надо было
прокачивайте эту пушку. Сука, куда я потратил бабки сейчас? Хуй пойми куда. Привіт. Артефакты. Спочатку У мене. Блять, а что за артефакт я ему должен принести? Сапфир. Так, ладно, пойдем к схрону Шаха. А, погодите. Лучше поспать. Порвуть нас тепер кодло з військ. А якщо не вони, то господарі їхні. Що робити? Що робити? Порвуть нас тепер кодло з військ. А якщо не вони, то господарі їхні. Що робити? Чё роботы, блин. Погнали. О, врач. Шульц. Новий пацієнт? Ти до мене по ділу? Якщо я... Если есть купон, то подлечить смогу, а если на мели, придется загонять халтурку другую. на мене так. Без... Понятно. Якщо ще... Геркулес, Барвинов. Геркулес. Да блин. Открой сумку. О, нифига, прикольная тема. Типа делает какой-то момент сильным, и переносимость предмета становится клевой. Угу. Интересное место, кажется. Так, где тут явно должен быть крутой хабар. О, патрона. Такая стрёмная херня началась.
М. Лол, это же сканеры. Причем много таких. Что это за место? Опять какое-то сюжетное место. Видимо, придем сюда потом. Так, ну что там за мега-супер ствол? Надеюсь, с оптикой. Хо. Ну... Ёбанарод. Кровосися. Бля, вообще не вижу его. Бля. Ну, кстати, да. Хотя, может, и юзают. Я думаю, тут есть теплак, наверное. Ну, как будто напрашивается, чтобы был. О, гондонское животное. Вован гнилой. Блин. Выброс. $40. Ну, неплохо.
Выкид. Еб твою мать. Заныканный тайник. Легко пришло, легко ушло. Бери мне. Зона еще подкинет. Ха. О, стопудовый артефакт где-то тут. Да, есть. Easy money, easy life. Колобок. Угу. Химическая защита. Опа. Чубрики. Где-то на той стороне, что ли? Ебать. Че, снайпер какой-то, что ли? Блять. Ну, вроде завалил. О, неплохо. Стоит чел. Комар. Здорово, чоловіче. Щасти. Капука. Сержант Капука. Имечко. Так, хорошо. Заначка на черный день. А, блин. Сука. Лучше, чем покупать бутыли. Да только если вода грязная, то очень быстро напор упадет. Мы раз в полгода меняли, кажется, фильтр. Ну да, может, как будто бы... Ну, сейчас цены, блядь, на заказ воды безумно подросли.
Заказная, привозная вода, вот это вот. Поэтому, да, думаю, может, стоит... Вполне себе имеет смысл фильтры эти покупать. Дорого, капец вообще. Неделя по 360 рублей уходит. А то бывает и 2 раза в неделю. На воду. По-разному, когда как. О, как мне везет. Блять, магма ебучая. Брак. О! Переносимый вес становится больше. Вот это полезная тема. Вот это полезно. Так, что он там? Сопротивление кровотечению. Артефакт встречается в зоне нечасто, образуется в аномалиях термического типа. На вид раскален, но на ощупь или теплый. Феномен обоснован низкой теплопроводностью. Может еще есть? Хотя вряд ли. Что за стрёмная музыка играет? Типа. Так. Прочитал пост, в котором говорится, что в одном из детских садов на утренних по 4К скидываются родители, если хотят остаться после утренника, то еще нифига себе. Ну, кто-то дохуя ушлый, по-моему, делает вот эту вот тему. Денежку все там ложат, так сказать. Не так, что прям, ну, по факту там что-то это, но просто что-то какие-то отказы не применяются. Да. Ну, я такого говна не встречал. Да. О, чё это, чё это, чё это, чё это? Страж свободы. Свободовская версия одной из самых популярных в зоне бронекостюмов. Основной целью доработки стало повышение общей универсальности снаряжения без уклона в какую-либо сторону.
О. Не знаю даже. Так, сейчас попробуем кое-что сделать. Возможно, стрим оборвется, так что не пугайтесь. Тут Сэн говорит, что у него интернет плохо ловит. Это роутер, настройки роутера. Да не, я быстро. Ну, стрим не отрубался, все нормально. Так. Угу. Ну все нормально. Даже стрим не вырубился. Я тут. Привет. Кстати, разрыв связи вообще не наблюдается, да? Давненько не было. Как будто бы не зря переходил на Ростелеком. Блин. Взять, что ли, бронекостюм? Страж свободы. Но на самом деле, вот ССП и Колок намного лучше, как будто бы должен быть. О! Так. Нихера себе. Любопытно. Так, РГДшки. Дневник бандита. Дневник бандита. Прям название для фильма. Так, 11. Вторая неделя на своре. Не такой уж шах и псих, как его рисовали. Бывает, палку перегнет, но пахан же не мамка. По головке гладить не будет. 19. Утром слушок пошел, что шпана хабар себе припрятал. Вечером шах погнал всех к ядовитой дыре. Взял шпану за
за ворот и подвел к выхлопу. Сказал: раз живешь как крыса, сдохни как крыса. И толкнул его. И толкнул. Его вывернул наизнанку. Потом пахан заставил всех смотреть на останки. Пиздец. 20. Хожу на измене. Ночью в ящик подкинули волыну. Походу, после вчерашней казни сука какая-то обделалась и решила скинуть наворованное. Не вдупляет, что делать, свалить? Подумают, что я с крысы, и найдут. Скинуть бы куда, в болот, подбросить в общак и в несознанку. Херня. Третью ночь подряд снится, как шах достает из моего ящика ствол, стреляет мне в грудь. Падаю, но оказываюсь в аномалии. Чувствую, как меня разрывает на куски, кричу. А шах как хочет. Капец, он всем травму устроил. Пацаны говорят, заманал воплями будить. Косятся, подозревать что-то. Больше не могу спать. Вчера зарыл волыну у лагеря. Сегодня сказали, что шах со мной перетереть хочет, спалили. Не, я не дамся. Лучше сам. Не хочу, как шпана. Не хочу. Зарыл волыну у лагеря. У лагеря? Интересно. Магазин констоваров, блокнот, альбом для рисования, дневник бандит. Дневник бандит. Непонятно что внутри. А где их лагерь, интерес? Блин, в этой зоне водки этой просто охереть как много, серьезно. Она как будто тут после дождичка как грибы появляется. Аномальная зона, блин. Самое невыгодное, что можно, ну, делать на зоне, это как будто бы открывать бары, я не знаю. Смысл открывать бар, если весь алкоголь просто на улице валяется. Это ж тупо невыгодно. Кто будет этого делать? А если еще и в баре написать, типа, со своим нельзя, то, блин, задушит, мне кажется. Развоняется. Ты чё, ебанулся? Как со своим нельзя? Ты чё, блядь? Ты видел на улице, сколько водки валяется? Ты чё, блядь? Начнут говорить, типа... Ты сам поди выходил, собирал, и вот сейчас нам пытаешься его впарить, блядь. Мудак, нахуй. А вот сигареты, да... Был бы очень даже ходовым товаром, мне кажется. Мега ходовым. Ну, типа, да. Ну, реально, типа, странно. Ну, хотя, разве что ты там, ну, идешь в бар, разве что ради атмосферы какой-то. Может быть. Жизнь на нитке, а думает о прибытке.
Ты чё, круглый, что ли? Круглый, блин. Прикольный ствол на самом деле. Но... Одно слово. Свалка. Блин, меня вот умиляет вот эта вот хуйня, что так ровно вырезано вот это вот. Как-то по-уёбищному. Каким инструментом так можно вырезать-то вообще? Где реализм, товарищ? Да. Ну как? Ну не то чтобы ради ностальгии, а как иначе ты сделаешь? Это же, блин, ну, Чернобыль. Зброю сховай. Впервые? Оружие спрячь, сказали. Ну, всем насрать, а этому... Ты кто такой, блин? Слышь? Оружие спрячь, говорит. Глазастый. Ёб твою мать. Ты первый, кто заметил, что у меня было оружие? Ну реально глазастый, слушайте. А насчет Чернобыля, ну типа... Как ты по-другому сделаешь, я вообще не понимаю. Ну то есть... Что-то, конечно, пытались сделать в Зове Припяти в чистом небе, но чистое небо это же был лютый пиздец. Тупо кругом болото и нихуя. Ну как бы варианты для локации, ну как будто бы и кончилось. Особо не поэтоваешь. Блять, один косарь всего лишь. Че за хуйня вообще? Бля. Ну это как кал какой-то, если честно. Вот ежа продам. Блин, вот странный мяч-то тоже хочется продать, как будто, но из-за его статуса легендарности это типа один из измененных предметов, поэтому как-то, блин, не хочется продавать. Блин, вот как будто бы хорошие, конечно, типа броня, но... Но все же продам. Повертайся с хабарчиком. Лазером только вырезать так ровно, а в реале вырезали бы газом резаком косо-криво с соплями по краям. Да, вот хотя бы, чтобы такие вот криво-косо было, чтоб... Но нет, к сожалению. Не добавили такого. Сподіваюсь. Оп. Угу. Износ, вот минус, передвижение при прицеливании. Так.
Ого, ЛЦУ. Крепление для оптики, модуля. А. Слушай, прикольно. Угу. Буде діло за... Прикол. Так, тогда я скину это, пожалуй. Угу. Во, как-то вообще по кайфу сделал все. Лукашенко. Бля. О, лазер. Так, еще лучше нападет. Штрих. Непогана курилка. Неплохая курилка, скажи. Че нового в зоне? Я всю жизнь высоты стал на высоких табуретах, не то что по крышам шариться, а теперь куда угодно залезу, лишь бы с паханом не пересекаться. Витя везучий. Щось хотів? Щасти. Все-таки этот зум, он присутствует на некоторых этих NPC. Странно работает мод, короче. Non-Stop Limited Edition. Чего? Лимитированная серия энергетического напитка, коктейль. Ага. Со вкусом освежающего арбуза. Да уж. Вот это product placement. А? Я понял. Ну, я не знаю, в чем дело, Рул. Может, у тебя денег на телефоне нету просто. Может, у тебя денег на телефоне нету просто, а? Деньги, да.
А, лол. Ну ни хрена себе, ёб твою мать. Как тут все придумано. Так. Да ёб твою мать. Кстати, рядом с это ГГ на животе блок управления костюмом, ну типа, да. Что такая жесткая, огромная. Кстати, рядом с Ортодойду есть магазин City Market. Там из алкашки сделали как бар. Ценник такие же, но это не бар. Там я сладиться из-за этого жестко посрался. Так, хир какой-то. Что это было? Блять. Ріхтер! Скіфе? Що ти тут робиш? Наслаждаюсь моментом. Ты глянь, какой вид. Поглянь, як тут. Ей, до краю не Только к підходь. краю не подходи. Ну хіба не прекрасно? Угу. Гору мусора и обычного человеческого. Людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти Там все. Скиф найти все найти может. Друга, врага, деньги, смерть, чудеса. Чудо. Навіть И самого даже себе. себя собаков. Ти колись був у центрі зони? Ты был в центре зоны? Ні, не на станції. Нет, Туди станции не нет, туда не попасть. Чому А почему так тягне на ЧС? сталкеров так Потому не что сейчас? станция Станция это це самый центр. центр. Вау! Воплощи самозон. Но Сам там теперь ловить зона. нечего. Але там нічого не Разграбленная лишилось. пирамида. Розкрадена Говорят, даже піраміда. исполнители желаний не стащили. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в Прип'яті. Зато был в Припяти. Цього Как якраз раз на коло вистачить. на один круг хватило. Ми Тоже. нажерлись якось і пішли Помню, на однажды чортове нажались и коло. пошли на чертовом Ніхера колесе його не кататься. запустили, Ни хрена але у нас не пошли получилось, на но было запустили. весело. Якщо вже ворони на Если ворона смітнику уже містяться, и на свалке где зовет. Значит, Скиф, ты когда-нибудь Скиф. терял то, что любишь? ти колись втрачав те, що любиш. Що Может, на сталося? английский перевести? Добре. Ладно. А что ти думаешь о про зоне? зону? Шанс на новую жизнь? Да я от нее не в восторге. З найхріновіших місць. Хуже самых дрянных Це мест. найгірше. Куда меня заносило? Значить, не Значит, не викрутив. пересек фишку. Ну ничего, пройдет время, и ты изменишься. Не знаю, в какую який сторону, бік, но але это точно произойдет. Це точно станеться. Як будеш у Прип'яті, Будешь в Припяти, первый круг на перше колесе. коло на колесі, За мной. Рихтер. А русские субтитры куда? Ну красиво, красиво. Можливо, зараз, Скіфе, тобі Может сейчас, здається, Скиф, що тебе и в кажется, самий что в зоне один але мрак. я точно знаю, Но это знаю, в Припяти всегда солнечно. Ты еще ти увидишь ще другую побачиш сторону. інший бік зони.
Неплохо. Охуеть он улучшенный. Герман, ты, может, и голова стоит, но схема твоя говно. Делать будем по-умному, понял? С вашим нечазовским мусором скидываешь сканер. Лично хлебалом не свети особо. Диггеры откапывают сканеры из мусора и относят лабиринт от радиации проветрить. Артефакты, которые радиацию впитывают, сам подгоню. Парочку вольных топануть не проблема вообще. Нестор. Как пациент фонить, отправлю кондера поколдовать с начинкой. Ну как, обсуждали? Ну а там мы уже сканер по пещерам раскопе раскидаем. И будем покупателям координаты скидывать. Закладки делать будешь. Главное самим не отсвечивать, понял? Надеюсь. Понял. Ты ж мужик головастый. Там в подземке на фабрике. В подземке фабрики был какой-то странный тип. Он что-то сделал с вартовцами. Поздравляю, ты встретил легенду Зону. А парни на изоляторе тоже легенда? Ну хотят ими стать точно. Но пока просто хорошие люди. А о ком мы говорим? Я вообще не понял. Но твоя физиономия не так хороша, как здешний мир. Ну и здешний вид такой. Не сказать, что плохой, но... Оп. Оп. Прогружается. Тут такая технология прогрузки, типа... Прогружается то, куда я смотрю, короче, типа. Ну, для оптимизации сделанная тема. О. Прикольно. Еще один полез. Ну чё, сейчас видно? Да, видно, видно. Спокойничку только. Не халяду мне поснимать. Это что такое? Нормально. Паркур, ёпта. Напаркурился. Да, видимо, в часть колбасы. А? Два, да. Это вторая часть этой игры. Первая часть, вторая есть. Матерь, похтерю. Ведро воды не забывай брать с собой. И собаки доили его сломанные ноги. Или другие сталкеры это сделали. Видно. Блять, а как так-то, ёбаный рот? Блин, Уильям Дефо. Ветеран. Ну да, ветеран. Но не ветеран паркура, вот что я скажу. Был бы я ветераном паркура, таких ошибок не допускал бы, да. Но ничего, ничего.
Опыт приходит со временем. Сейчас дрябнем. А, блин, больно. Да нет, не пей, не пей, не пей. Блин. Попасть в раскоп, осмотреть лабиринт. О, пойдем. Чтобы за 0 секунд пройти игру. Ну, я думаю, как-то можно. Ауч. Интересно. А есть уже спидраны по Сталкеру? Ну, если знать, куда идти и все такое, то, конечно, наверное, очень быстро даже можно сделать все по красоте. О, блять, я попаду в этой жизни. Собаку. На. Да блин, давай падать, еще падать. Да блин. Давай спринт сделаем. Тушканчики, ёб вашу мать. Так. Крысь, оружие роляет на скорость. Ага. Подлетел как. Тоже подлетел. Хорошо. Ну и где они? О, трупов много. А, ну, кстати, это, да, сюжетное место со сканером. Есть, кстати говоря. Блин. Вроде бы кончились. О, артефакт. Слизняк. Так.
Блин, ты стал гаси урода. На, тварь. Блин. В смысле, чего я умер? Тёма Буба. Блин, его Буба зовут. Может, у нее сисечки большие? Буба. Да уж. Блин, говно. О, звук пропал. Через 10 дней спидран откроется. На спидранкоме глянул, типа. Прикрий! Зашкерюсь! Бля. Понял. Ох, как спина-то хрустнула хорошо. А чё, идея довольно-таки неплохая, на самом деле. Пробовать спидранить. Да ёбана. Какая-то хуйня творится. В этом месте как будто FPS жестко падает. Но. Как-то странно двигается мышка. Не, это даже не в FPS дело, а что-то вот с мышкой не то. Не понимаю. О, нормально стало. Феликс вождь. Треба все просушати. Все. Макар гнилой. И у него есть пистолет Макарова. Блин, в смысле?
Гоша стратег. Какие противоречивые имена. Отдыхай. Инфа надежно. Отправляйся на точку. Завтра жду на заводе с результатами. А? Тулум мультикоратер, да. Мать. Так, хорошо. И чё? А, и серьезно? А чё мне не дали сюда пойти? Блин, ну такое. Ладно, ну тут, в принципе, я зато залутал этот артефакт. Где он? Слизняк. А, я не взял? Блин. В смысле? О, слюда. А, да ладно, зарандомила, что ли? Да ладно. Ради защиты слабо. Прикинь. Зарандомила артефакт. Баран, нужны 2 грамма сначала для одного дела. Только что без косяков работают. Есть у него такие Макар Гнило и Гош Стратег. Да. Это прям, знаешь, типа чуваки из разряда. Я думал, ты сечешь. А, ты же говорил, что ты сечешь фишки. Там что-то такое же было. Мем какой-то. Или в теме он там говорил. Прикольный мем такой есть. Что здесь происходит? Сейчас этот артефакт не нужно продам. Блин. Зброю сховай. Колобок. Смотри-ка на этого колобка. Так. Очередной схрон опять на крыше. Надеюсь, это не тот схрон, который я вообще лутал, в принципе. Это как те, которые карта, деньги, 2 ствола грабили стариков. Не, есть вариант даже посмешнее, чем они. Это вот в этом. Где было-то? Не в карта, деньги, 2 ствола. А в фильме спиздили вот эти вот. Помнишь метисов? Которые грабили этот, как его, букмекерскую или типа того, я не помню. Вообще конченые идиоты были. Сидят такие. Не могли дверь открыть, которая открывается от себя. Черт, нас заперли, типа. Это конец. Да-да-да, выйти не могли. И вы такие, блин, все, это конец. Смешная хуйня. Все. О, да, радиация. Не, вообще, блин, четко. Все.
Это успех, ребята, это успех. Теперь у меня мега калаш. Бля, вы гляньте на это просто. Мега пушка просто. Мега пушка. Припекло ж Нестора загубитись так невчасно. Хоч би кого за себе лишив. Вибирай, сталкере. У мене недорого. А, Хабарчик, бандитка. показуй. Это бандитер меня бахтер, да. Угу. Блин, этот сраный шарик тоже продам, наверное. Ну, типа, бесполезная херня максимально. Или хотя возьму. Ладно, черт с ним. Может быть, появятся ученые, да? Будем уповать на это. И я продам это дерьмо ученым. Ну, я уверен, ученые должны появиться в какой-то момент этой игры. Повертайся. Покажешь, насколько оптика приближает. А, ща, погоди. Погодь, погодь. Не, прикольный стол, но пока как будто бы у меня все ништяк вообще. Пока будем вот так вот ходить. Вот это вот вообще имба. Плюс еще и дробовик у меня появился. Просто охуительно. Так, у него, по-моему, пистолетные ППС. Блин, мне казалось, что у него есть этот глушительно калаш. Ну, вообще он, да, где-то был, я помню. У кого-то продавался. Так, да, мячик скину. Так, давайте-ка еще, может быть, попробуем улучшить это дело. Так, чё? Так, плевалка. Ну, блин, починить, может быть. Блин, дорого получилось. А, надо было вот это вот брать. О, модуль, крепление. О, супер. Это было бы хорошо. Блин, у него еще и ЛЦУ. Нихера. Блин, это вообще имбовая пушка может быть. Да. Да. Это могла бы быть мега пушка. Ну, будет, наверное, будет. Буде діл. Так, что там у нас? Куда идем? Сделка сделала. А хотя погодите. Может тут есть где-нибудь квест какой-нибудь? Мне бы деньги не помешали. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо... А, привіт. Не. Бувай. Привіт. Короче, давайте откажемся от поиска этого сраного артефакта. Привіт. Арте... Я по... В по... А чому? При... Сі... Привіт.
Цікаво. Зараз голяк, але ти не губ. Заходи через пару деньков. Вогонь! І стрілець! И стрелок, чё? Я чув, він одного разу Он даже так запухал, что собственную рожу в зеркало не узнал. в зеркалі. Да. Отає! За легенду! Да, он даже так забухал, что решил поохотиться на самого себя, так сказать. Забыл, как он выглядит сам. Мне самое забавное, что на всей зоне нет ни одного зеркала, типа, ну как будто бы. Ну хотя, справедливости ради... Кто догадается посмотреть в зеркало в надежде, что это он сам есть. Блин. Хотя он, наверное... Он же не показывал никому фотку или типа того. Хотя у него фотка была. Стрелка, я точно помню. Вот точно помню. Была фотка у него. Чё никто, типа, внимания не обращал на это дерьмо? Мол, чё ты мне свою фотку показываешь? Ты чё, дурак? Да блин, не кушай. Пей. Водичку. О, нифига себе, я вырвался из аномалии. Блин. Так. Сейчас, погоди. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ничего тут, ничего. Странно. Так, что за херня? Блин, нет, только не это, только не он, только не он. Нахер иди. Сволочь. Давай. Сука, задел. Чё, кончился? Падла дерьма. Уронил его. Не? О, сволочь. Ну прикольно так сразился с ним нормально. Видали, что делаю вообще? Я такой типа, и такой, бэм, и он такой лежит, и все.
Окей. М. Там наверху ничего нет. Угу. Так, ничего нету. Ничего. Ладно, пойдемте дальше. Кого-то. Так, интересно. Стояли, грелись тут бандиты. Гоша какой-то мазафака. И Леха паразит. Ну, в общем, завалил я не лучших представителей этого человечества. Эх. Вот так вот. Консервы. Так, лагерь бандитов близко. Да, вот завод. А, ну, кстати. О. Нормально приближает, слушай, нормально приближает. Вот теперь, да, поработаем, так сказать. Одиночка, ты подкатил к хате Варана. Если еще не знаешь, кто это, то скоро узнаешь. Вот тебе бесплатный факт о нем. Варан не любит, когда его беспокоят. Стоит, ёпта. Волыну перебери, она тебе все равно не поможет. Мокрый. Куда какой след от тебя останется, если будешь его. Ага. Понимаю, понимаю. Так. Ну, нужна информация от Варана. Ну, их тут много, кажется, да? О, монстр энергии. А? А? Что это, да? Вот энергетик. Зачем в этой игре энергетика? Но если человек устает, то он пьет энергетики и больше не уставший становится. А бодренький такой. Бегать начинает. Посмотри. Тут посмотри. Що залізка мало не вальнула? Вальнутий залізка. Хаттаб. Його, блядь, О, не хаттаб. завалиш. Маслина зубами вигриз, ножем пропік і далі ходи.
варана краще не писати. Пам'ять у нього дуже добра. Память у него хорошая, у варана. Ну, хорошо. Зацініть, у нас вільний на вечерю. Вильный на вечерю. Блин, жижа какая-то. О. Ну где этот мистер Варен? А, тут, кстати, аномалия и летает, да? Ой, мать твою. О. Там таких много. Так, записка. Тайник на заправке. Угу. Летает, летает. Был где-то наверху. О, кажись оно. Так, варан ниже. Сидят, ёпта. Ага, понял. Но если начнется замес, то мне надо как-то сразу наверх подняться. О, они еще и снизу. Фрай, я тебе пасу. Спаси. Ля какой. Это типа. Ты смелый, раз в мой лагерь добровольно зашел. Удача сопутствует смелым. Так позволь задать тебе вопрос. Сначала я. Твои люди напали на меня и забрали мой сканер. Уже интересно. Завалить меня пришел. Я бы на твоем месте поступил так же. Когда прессуют, надо отвечать. Но лучше борзоту убавь. Мы в одной лодке. Но утюга его братку напали, когда они восстановили угадший артефакт. Знакомо? Пацаны отбились, но я остался недоволен. А Нестор? Но мне есть доказательства, что это ты приказал захватить Нестора. Было дело. Нестор эту схему организовал. Точку, где на утюга напали. Знал только он. Было похоже, что дед решил меня кинуть. Наконец-то понял, что кто его с мягкого кресла подвинет. Мы потом пообщались. Увы, Нестор про нападавших ничего не знает. Но для меня все, кажется, сложилось хорошо. Как говорится, случай правит миром. А кто напал на твоих людей? Ты знаешь, кто напал на твоих людей? Но они оставили нам в подарок одного своего. Могу организовать вам встречу. Он не очень разговорчив, но ты разберешься. Только придется раскошелиться. Или... $20 тысяч. Угу. А другие варианты? Самозаоблачно, говори свои или. Нестор, в прошлом только 2 человека мешают мне объявить себя бугром свалки. Рузвельт, главный военторги. И Шах, пахан свора. За Рузвельтом долг стоит, а за Шахом свобода. После Д4 в открытую группировку не попадаются, зато посадить лояльную сучку на старикон в 5-й видит.
Я бы и сам раскатал обоих, но умный всегда видит благоприятные возможности. Убей любого из паханов и принеси его КПК. Ну, слушай, это интересный квест. Проблема уже решена? Я вже розібрався з цим. Я уже разобрался с этим. Думаешь, я тебе на славу поверю? Голову не прошу, достаточно КПК в доказательство, тогда и поговорим. Момент. Блять, я дохуя всяких КПК продавал. Сука, я, кажется, продал его, да? Блин, ну, придется сходить обратно. КПК. Выкупить. Ну, дороже, чем 400 он мне не продаст, надеюсь. Ну, бред же полный. Он же не полный еблан, мне его продать за 1000, типа. Я как мужик кота с Тимоху вальнули. Алло, шановний, Алло, уважаемый, я к тебе обращаюсь. я питаю, ти що, Тимоху нашого мочканув? Че Тимоху нашу замочил? Нет, кто-то до меня еще. Ні. Це ще хтось до мене. Кореша нашого завалив і оку не рубаєш. Овечку строишь. А нам теперь его хоронить. Поминки А поминки дешевые. Коротше, лаванду жени, А. И что, схема рабочая? Ну і як ваша схема? Багато купонів настригли? скільки треба. Сколько нужно, сколько настригли. Бабки гони, пока мы добрые. Понятно. Могу свинца покинуть. Свинцем візьмете? Леня важный. О, нихуя себе. Кто-то орет тут. О, прикол. Да блин. Чуть не завалил же. Прикольный стол. Состояние не такое уж и плохое. Как будто можно продать. Блин. Тимоха его звали. А это Леня. Да. Гусь.
Записки, КПК. Прикольно так-то. Типа всякие разные такие события происходят. Вот, пытались меня конкретно за этого. Бабки отжать у меня. Прикольно. В жизни, конечно, было бы не прикольно, но в игре прикольно. А? Да. Да. Anladım. Anladım.
Извиняюсь за отсутствие. Блин, ночь наступила. М. Так, тут я как будто бывал уже. Блять. Сука, опять эта хуйня начинается. А, ебать, я пришел сюда. Я не пойму, это какая-то аномалия или кто-то конкретный меня дрочит? У всех тут свои выебаны, у свобода вон купон. Силы зоны им не взять, пошли жопой торговать. Блин. Поэт. Харская дорога, что ли? Посмотри. Пополним, Бардулин. Сюди. Справа є. Ты закончил ссать? Що, салага? Чё, салага, хочешь с настоящим полковником долго на мутантов поохотиться? Парочку мутантів? Охота в обмен на информацию в военторге? Идет? А давай так, полковнику. С меня охота, с информация. Мне нужна на военторг. Мені потрібно По-тихому, а ты, говорят, знаешь его Ти как свои кажуть, 5 знаєш його як свої 5 пальців. пальцев. Да мне там каждый тушкан докладывал, что где у него норка. Пока это, сука, Рузвельт, ладно. Не твоего ума это дело. Ладно. То тебе не стосується. Хочеш? Уж инфы заряжай свою пуколку, и мы поглядим, стоишь ты чего-то или тобой только свободовской жопу потерять. Чи тобою ще дупи волівців підтирати? Ничего, кто тут есть? Хорошая диспозиция. Тут и покрошим скотинку. Эй, уроды, сюда! А мы кому? Давайте, мутанти! Полковник Ватсон взяв. Именно обычная плоть. Не спать, еще бегут. А где? А. Блин.
Не свобода, конечно, но дохлая плоть уже кое-что. Сюда иди. Не, ну ты видал, всю малюну нам испортили. Ну раз стрелять некого, предлагаю вот что. Даю тебе фору, чтоб жопу свою спрятал, а потом стреляю. Не откинешь копыта за минуту, пропуск на военторг. Чего, блядь? Да похуй, погнали. Згода. Ссылка с тебя, полковник, все равно херовый. Новий. Полковнику. А вот мы сейчас и поглядим, считай до 3. Рахую до 3. Час пішов. Біжи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду тебе шукати. Прикольно. И чё? Бля, прикол. То есть я должен выжить минуту? Или сколько он там сказал? О, приказал. Хорошо же, я так последний раз веселился в Припяти, когда эти свободных ублюдков один за одним, живой. Вот теперь можно и по душам. Понял, повеселил, что надо. Теперь о военторге. По-тихому туда можно по трубам зайти. Они вдоль всего здания идут. У сортира во дворе на них залезешь, а потом на балкончик, и ты внутри, только на басне. Может, ты не ведись, падла он. И помни, что жив ты остался, потому что я так захотел. Полковник не промахивается, он бережет личный состав. А почему ты один? Чого без супроводу? Отставить вопрос, полковник долго ни перед кем не отчитывается. И по зоне один не гуляет. Ответь на пару вопросов. Чё, долгий расскажешь? Що про долг розкажеш, полковнику? Был долг, да вышел весь. Шапка он теперь вартовская. Одно хорошо, пока еще команду ФАС выполняет, а не тапочки Коршунова в зубах приносит. Рузвельт? А кто такой Рузвельт вообще? Корешок мой. Закадычный суд. Мы с ним свободно, знаешь, как шинковали. Пока варта кислород нам не перекрыл кислород своими гребаными перемериями. Ну, у нас сюда и командировали. Но только воздух на свалке такой, что он из людей мусор делает. Рузвельт как власть почувствовал, выпер меня. Бухая, мол, буйно. А как тут не забухать? Свободовские курвы на подъеме, а ты всякую шушь из свора гоняешь. И все. А за что свободу не любишь? За що ти так в... А то, что сыкуны. Только такие могут пацанов, которые еще зону не внюхали, втихую резать. Эх, был бы я тогда на ростке. Хрен бы он Миклухе достался. А в военторге что расскажешь? Обычный блатный притон. Теперь уже, ну разве что стрелять чуть лучше. Все-таки долговский опыт так просто не пропьешь. Ладно. Вау. Прям как по учебнику.
От беседки. Убить Шаха. Лови награду, Слав, по охоте, что надо. $260 купонов дал. Хе. Ну ладно. Забавный полковник. Нихуя себе снорк! Электронный ошейник. Электронное устройство в форме ошейника, внутри металлический контакт, защита шеи носитель. Что за прикол? Да, не бывало. Переписка Бывалова и Калича. Калича. Слышал, пацаны трепали, что видели мутанта в ошейнике. Да базали, что он стрёмный, типа дерганый какой-то. Они не доперли и ты туда же. Он стопудово дрессированный. Давай Драбадану, как президент, бар подгоним. Может, долги скостит или даже купонов выпишет. Тогда лучше халатом загнать. Слышал, тут один хер ошейник искупает. За этот ошейник двойной куш сорвем. Это ты четко прикинул. Значит, где-то есть рядом... Ёбана среагировала. Капец, он еще и с цистерной, блин. Меня бы прибило запросто. Так, Шах где-то тут. Слышь, залетный, куда рванул? Это бар свора, ёпты. Всякими уродом и вольным. Вход запрещен. Понял, не лезу. Вот и вали. Блин. А там торговать можно, знаешь? Блин, а вот... А если так? Да. Ну, скоро закончим.
Надо бы спать лечь. Я пошел спать. Квиз дерьма. Блин. Сейчас все так плохо. Вообще никак. Спокойной ночи, Маша. Ебать мой. Аим. Сука. На. Нихуя не вижу вообще. Дают увеличенные двухкратные картинки, гадать, что за помещение. Забавно. Из дерьма, блин. Синяк. Прикольно. Так, завалил шаха. Рико. О, Рико. Я такого пингвина знаю. Рико. Да, я всех убью, пожалуй. Шо Шаха, шо Рузука. Да ладно, еще есть. Вот бы он голоса своего не подал, я бы... Пойди не убил бы его. Ну, считайте, он труп. Где он? Ага, понял. Леха Бугай. Где, блядь, была эта сова ёбаная? На все задания 1 минута. Даже черту кроссворду, где нужно сначала убрать букву, а потом сложить оставшиеся. Прикольно, блядь. А чё победители получили? Иди найди, блядь, слово сначала в квадрате 10 на 10 по горизонтали и вертикали. Пиздец. Сова ёбаная. А, кстати, подвал же там есть, лол. Лежать. Блин, вот опять, если бы он голос своего не подал, я бы хуй вспомнил бы вообще, что тут есть подвал. И не убил бы его. Глупые бандиты. Мы были последними, нам вручили шампань. Меня вырвали за 3 часа до начала резко как понос. Шампань, нифига, прикольно. Ну хоть что-то, ну слушай. Хороший квиз получается. Все получили ништяки.
А чё, получил первое место? В таком случае. Аж любопытно стало. Блин, ну и продырял я его, конечно, знатно. Цыпа. А Цыпа прям заряженный был. Блин, прикольно. Кучу бандитов грохнули. Вообще красота. Друзья, от спонсоров, не знаю, не видел блоки напитков каких-то. Блоки! Ебать. Классно. Ну, я считаю, хорошо провели время. Как, конечно, азарт прям бьет, наверное, в голову. Я бы, конечно, да, тоже, типа, расстроился из-за того, что упустил возможность победить блок. Ну, хуй знает. У Гардена, нахуй. Или типа того. Что там может быть? Ну, блок это звучит прям хорошо. Блок. 16 банок чего-либо. Или там не 16. Больше, по-моему. Да. А тут я не был. Место прям такое. Интересно. Может, тут есть что? А? Может, в эту сторону? Не показался ли другой звук был? Я подумал, детектор слегка заработал. Блин, порой эта игра прям реально хоррор, нахуй. Прикинь, вот так вот заглядываешь в окошко, а там ебало. Вообще прикол, да? Веня Лорд. Лорд. О, лагает. Так, ну тут сайт-квест есть. Надо участвовать. Так, где-то тут наверху. Мужики, налітай! Свіжий хліб підвезли. Свежий хліб підвезли. Муха, не хоче, щоб ви як усі сухарі жерли. Ух, а пахне-то як. Найрозумніший типу. Сам умный, что ли? Встань в очередь. И дождись. По одному заходимо. По одному? Окей, давай. Попробуй в очередь встать. Одну, дві, скільки? Одну. Зброю сховай. Чого кривишся? Покупця не ради бачити. Да спрятал, спрятал. Да спрятал, успокойся, блядь. Викид, мабуть, буде. Добрі. Блядь. Дякую, Міклусі, за хліб. Не хворай. Дві хлібанки. Две хлебанки. Бляха.
Де бухан? банки, будь ласка. Хлебанки. Тримай. Приходь ще. Угу. Хвала богам. Нарешті моя черга. Наконец-то, наверное. Куди так поспішаєш? Пацани чекають. Сказав, що за закусю кинуся кабанчиком. А тут така Кабанчик. Зрозумів. Тримай. Не забудьте за здоров'я Миклухи стопарика жахнути. Ну, побежал, побежал. Кабанчиком. Так, так. Весело, Загорніть кабанчик. мені парочку найсвіжіших батонів на ростку. На ростку? Ображаєш. У нас найсвіжіші в зоні. Ого, заявочка. Ну давай, скільки з мене? За рахунок А закладу. что заведение свободу угощает? Можем себе Тож позволить. можемо собі дозволити. М. Ну вот и я. Сталкер? Чего тебе стал? Чого тобі? Буханку хлеба. Слушал, тут вкусный хлеб. Найсмачніший хліб у зоні, кажеш? Так. Да, но я ты беру то рот не розпиваю. разевай. Миклюха Миклуха его хлібчики только для волівців на замовляє. свободовске заказывает. А втім, Впрочем, так уж и быть, держи. хай буде вже. Тримай. Расскажешь всем о щедрости Розкажеш Миклухи. потім про щедрість Миклухи. Свежий хлеб получен. Нифига себе. Мягкий, хрустящий, еще пахнет печью. Неясно, как Миклуха доставляет свежайший хлеб в зону, но найти его можно только на ростке. Ха. Ні, сталкере. Ти свій хліб уже отримав. Не нахабній. Прикольно. Так, хорошо. Угу. Ну, неплохо, неплохо, ладно. О, там, наверное, ништяки. Так. Я прям как Питер Паркер. Уа! Блин. Ладно, еще раз. Только на сей раз я прыгну отсюда. Да блин, твою мать. Да, сука. Блин, споткнулся. И головой об этой костяк. Было бы прикольно, если тут физуха была бы такая. А. Да блин, ну ты прыгни, ёб твою мать, я ж нажимаю. Есть! Так.
А, бля, можно было просто зайти. Ну ладно. Не суть. Главное, я сделал, что задумал. Не, погодите, а что за херня? Нету ничего. Ну ладно. Нихера себе. Под землей где-то что-то есть. Интересно. Ай, блядь. Оп! Лол? Что происходит? Охуеть, не телепортнуло. Прикинь. Арамидной подкладкой. Чертеж. А где я? Охуеть, меня закинуло, прикинь. Вау. Далеко. Прикольно. Ну подожди, давай я загружусь. Я там все-таки думаю, что-то есть. Прикольная аномалия. Засосала. Шашлындос. Ля. Базар.
О, девушка, нихуя себе! Лол? Привіт, братику. Здорово! Помогу подобрать хорошую защитную снарягу. У нас распиздяйство в ходу, так что многие моим товарам жизни обязаны. Да и я сама только благодаря бронику здесь стою, воплоти и с тобой разговариваю. Тому, якщо я Реклама мод. у чомусь змикну, Это я модами це добавил. ані грошей, Не. ні часу шкодувати не можна. Ти обирай і не поспішай. Угу, угу. Найкращий захист Прикинь. Женщина. Прикол. Охереть, он крепкий. Тактический шлем. Бля, дорого нахуй. Ну ты сексист, Гудзон. Фу таким быть. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Так. Блин. Да, хлеба продадим. Многовато его. У Юджина старьевщика воины похлеще, чем в свое время были у Свободы с долгом. Эти торгаши на мировую не пойдут, даже если у Коршунов публично сюда явится. бережи себе, братику. Это свободовцы, да? Интересно. З розмовами до головного. Юджин. Все не звикну, що на ростку Все на привыкнуть, что на ростке постоянно новые лица. Ко мне заглядывают те, кто ищет хороший товар. Звісно, якщо не гребуєш змивати Фига там кров з прикладів, стволы то интересные. можеш і лахмітника, але Ага. Уличный магазин для Юспа. Прикольно. до лахмітника можеш. Фига. А тут кто сидит? Хера там, блин, олень какой стрёмный. О, кот Баюн. Интересно. Шуру. Мене звуть техніком, але бо насправді Я здесь, чтобы создать произведение искусства, которое обнажит всю прекрасную и ужасную суть зоны. Не буду портить сюрприз, скоро сам все видишь. А пока в порядке хобби я чиню вещи, точнее привожу их в состояние первичного равновесия. Давай, давай. Улучшение разброса. Не, калибр сменять не надо. Это вообще... Ну, ошибка тысячелетия будет вообще. USP тактика. О, плевалка, да. Дульный тормоз, уменьшение отдачи.
Пиздец, цена, конечно. Сверхпрочные термостойкие сплава, скорость полета в поле. Ну, от уменьшение веса как будто стоит брать. Бля, починка-то дорогая становится. Дорогое удовольствие. Привет, Софиев. Снорки плоть есть в игре? Да, есть. Тут недавно одного снорка встретили странного. Это единственный снор, которого я встретил. И у него был какой-то странный ошейник. Ошейник. Чё вообще? Без понятия. Ти не соромся. Був уже? Был уже Новенький. или новенький? А, похер. Правильно, что ко мне пришел, а не к Юджину. Винтурис! 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 Блин, вот надо копить бабки теперь на этот Винтурис. Бля. Юджина. О, Юджина, погоди, сторону. О, О, чоловіче. мужик, опять решил заглянуть на арену? Да не, просто я тут мимо. Та годі заливати. Да харе заливать, по глазам же вижу, что тут не случайно, зарплатными купончиками небось обзавелся. Купончики завелися. Так, что это за место? Новые люди, подходи бесплатно, сейчас зато ей наличные. Блин, классное место. Здорово, чувак. Сразу хочу предупредить тебя, у нас тут культурное заведение. Драки, любые выяснения отношений только внизу, на арене. Что за арена? Що за арена? О, чувак, это прекрасное место, чтобы снять стресс, а то и деньжат поднять. В общем, заказные бои с правилами и без. Выжил в плюсе, проебался, Арни оформит достойные похороны. Как участвовать, какая награда? Где? Расскажи про мастера. Розкажи більше про майстра арени. Мастер это чемпион, высший ранг на арене. Сейчас он по праву принадлежит тирану. Мордовороту, который без экзоскелета и поссать не выходит. Порой, правда, он и выходит. Как участвовать, какая награда? Поговори с Арни, он мигом тебя подпишет. Что за награда победитель получает, как заведено, все. Купоны, уважение, статус и еще и бесплатную выпивку от меня. Если очень постараться. Круто. Колизей свобода. Арена. О, ну пойдем, пойдем, пойдем. Новый кусок мяса, которому хочется славы и денег. Все будет, мой друг, если выживешь. Первый бой 2 на 2. На такой, конечно, приличный человек даже не восставит. Но я зато пойму, стоишь ли ты чего-то. Значить так.
Ты с товарищем, которого я тебе в пару поставлю, против двух таких же, как и вы, злых, но жадных и бестолковых, что скажешь? Бухни сначала. Погнали, ёп. Менше слів. Ну так вперед, надери им зад и отправляйся. Оружие у Сипла получишь, а своему на хранение отдаешь. Ну и ганжены мне со своим нельзя. Так, окей. Лечь спать. Еще ниже нас спуститься. Первый раз тут, ну если попрет, то и не последний. Выкладывай уже свои манатки. Викладай уже свої манатки. Забирай. Тримай. Що А взамен натомість? что? Та не очкуй. Не очкуй, голым не пойдешь. Мы тут за другие зрелища. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Понял. Ладно. Амуніцію для бою знайдеш у ящику, біля входу. Вона, В остальном все точно такое же. а твоє добро... А твое добро пока здесь полежит, потом заберешь, если, конечно, выживешь. А нет, наш арсенал пополнится. Звісно, Тут как ни крути, а мы по-любому в прикупе. наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. М. Эй, people, добро пожаловать в регулярные бои сезона. Давайте поприветствуем нашего новичка и пожелаем ему не облажаться в первой же схватке. Ну прям это... Как его... А, я все? Он что, гранату кинул, и они откисли? Так, тут же лежал труп моего напарника. А, вон он. Все, чувак, харе, заработали лаве. Своє ми заробили. А ты еще и кипиш наводил, когда пушка что надо. То и дело как по маслу пойдет. Де як має бути. До речі, Оружие на базу, кстати. Пушка-то полная, ган. Да, держи. Забирай. Моя де? Моя где? у ящику. Ящик у лестницы. Все в целости и сохранности. За виногород До награды карни дуй. Понял. Славно, славно. Одна перемога. Одна победа ничего не значит. Ты все еще кусок мяса, хотя я уже не такой вот утлый, как на первый взгляд. Держи свои премиальные. Если хочешь еще, через час приходи. Быстрее арену не приберем. Можешь пока у Ганжа отдохнуть, у свежего следующего бою больше шансов будет. 1250. Поспим. Прикольно. А какое? 12 зрителей? Ну, 12 зрителей? Всем привет. Приятного просмотра. Было 15. А я не в курсах. Вижу, понравился тебе горячий прием в нашей публике. Тогда предлагаю выйти против других наших любимцев. Мутантов. Блин. Пока ставки 10 к 1. Не в твою, разумеется, пользу. Готов? Не на твою ж користь, звісно. Готовий? Жестко. На кого охотиться? И что там за мутанты? Свіжачок. Свежеутренний улов. Ранішній улов. Тому і Плоть, наверное. познайомитися не встиг. Але ікла і кігті у них точно в наявності. Це я гарантую. Ладно, погнали. Мутанти так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага. Был тут до тебя один так же говорил, а в итоге в совковую лопату собрали то, что от него кабаны не доели. Лопату те, що від Блин, кабаны. і на смітник викинули.
Надеюсь, патронов достаточно у меня будет. Нехай щастить. Спасибо. Не, ну с мутантами проблемы, реально. Они могут так-то покусать больно. Так, ти правила знаєш. Свій мотлох мені, Ты выбрал мне? любой То, что у шапці. любое в шкафчике. Окей. Оружие хорошее дашь? Зброю хоч нормальну даси? Не Лучше, чем в прошлый раз. краще, ніж минулого разу. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Окей. Все, давай. Согласен с этим выражением. Вже готові до зустрічі. Дробовик, значит. Ну Ну что, комрад-ассанизатор, готов приступить к уборке вольера? Сегодня тебя свиданка живно сезону, будь с ней поласковее. Будь з нею ласкавим. Ласкавая. Не показалось ли тут бегал этот кровосиси? Да, кровосиси как будто бы рядом. Да, бегает сволочь. Блин, я примерно его вот тут видел где-то. Блин. Подними трубку. У тебя, походу, несколько пропущено. А чему этот подъеб, я не понимаю. Блядь! Нихуя кот боюн жесткий. Блин, у меня кровотечение. Сука, где он сам? Держись он. Вот он, вот он, вот он. Бля, не он. Вон он. Это он. Бля, да ну... Бля, я труп. Кровотечение. Не успею его убить, да? Сука, прикол, патрона кончается. Бля, ситуация. Нашел! Ебать, повезло. То, что так руки на втором свидании, кругом кровище месиво, да? Продолжая в том же духе. Жестко, жестко. Ти мені починаєш подобатися. Плачь, да. А ты начинаешь мне нравиться, чел. Похоже, руки у тебя из нужного места растут. Ты только не зазнавайся раньше времени. Удача на арене штука капризная. Окей. Ствола жени. Мотлох твій, як завжди, на виході. Блин. Клач так клач.
Неплохо. Весьма. Если так и дальше пойдет, на трибунах плаката свою честь видишь. О, прикольно. Ты призовые заслужил. Продолжение через час, а я пока арену убираю. Подумаю, на кого тебе натравить. 3000. Лаве растет. Хорошо. Считай, все, что было до этого, баловством. Теперь предлагаю тебе по-настоящему серьезный бой. Командный. Твоей, ты и все. В соперника Dream Team. Все, кто тоже прошел предыдущие 2 этапа, но мне понравился меньше тебе. Нихуя себе. Вальтер, кстати, я теперь в твои враги записал. Согласись, забавно будет пулю от того, кто прикрывал, получить. Тот чувак из первого круга. Блин. Ну ладно. Попробуем. Один проти групи, кажеш? Це виклик. Але мені Я подобається. так и живу ну, вот вообще вот в этой странной зоне. Один против всех. Всегда. Ничего не поменялось. Разве что у них, может быть, столы будут получше, чем у меня. Сейчас надо голод утолить. Ти знаєш, що робити. Ты в курсе, что делать. Соперники серьезные? Суперники в мене серйозні? Ты же видел их все в деле? Ну, если бы 1-1, то ты чемпион, конечно, но против толпы тут вилами по воде. Але проти НАТО тут же вилами по воді. Я Но если что, на тебя я поставил, так что не подведи. Ладно. Сиплый. Що цього разу на видачі? Смотри. Я б щось потужніше взяв. вибач, чел. В этот раз не я ящик наполнял, а лично Арни. Блин. У всех в разнобой. Кому как повезет. Ебать. Ну все. Ну погнали. Good luck and don't suck. Блин, ствол мощный, очень хороший. Вообще четко. Вай. А у них G36. Ну не хуйно так, да, нормально были. Саня в разнобой. Толян фартовый, но не очень. Игорь Вальтер, блин, бедняга. Я его первым вальнул, по-моему. Ну все. Блин, ну снайперская винтовка вещь все-таки. Это вещь. Don't suck, да. Чел, я так золочусь. Зоной клянусь. Так, быстро. Чужое кладешь, свое в привычном месте забираешь. Своє у звичному місці забираєш. Бо список Вот список моих покупок сам тебя не напишу. Блин, забрал все.
Ну что там дальше? А ты боец. Сюрпризы, кстати, любишь? Следующий бой как раз такой. Большой сюрприз. Но и деньги не маленькие. Через час приходи, как раз уберем всех, кого ты на арене намусорил. 5000 сюда. Придурок уронил КП косой. Нормально, хорошо. Сюрприз, говоришь? Блядь, что-то мне кажется, он кровосиси на меня натравит. Бля, вот чую, сука, кровосиси будет. Нифига, прикольно. Меченый 2012. Это мы с севера был важнее арены. Да, меченый тут был. Без 2016, 17. Или этого, который гигант. Ну, посмотрим. Ну, тиран, смотри-ка, вообще конченый. А красиво он с предыдущим чемпионом. Четко промеж глаз. Если честно, уже надоел. Так, пожуем. Здоров. Так. В смысле? Не пропадай. Еще поспать надо. Здоров. Не пропадай. Что-то не понял. А ты все вот этот ганта еще не встречала? Я не представляю, сколько у него хп, если кровосиси столько. Ну да, непонятно. Ладно, пойдем попробуем поспать в другом месте. Может, дело в этом. То есть что-то там глобальное должно произойти. Так сказать. Кирилл Антонович. Доброго здоровья. Здравствуйте. Хотя вы, вероятно, не здравствуйте, раз пришли к медику. Я не жалуюсь на количество медикаментов, а мои пациенты на уровень моей подготовки. Могу продемонстрировать и то, и другое. Если вы зашли, чтобы просто отвлечь меня от работы. Слідкуйте за собою. Следите за собой. Трястя, знову ти. Та що ж ти не Ёб спокойся? твою мать, как ярко. Ти ж минулого разу усе до останнього просрав. Мої купони, куди хочу, туди й витрачаю. Шановний. Та напийся ти на них краще. Навіть це корисніше, ніж твої... Наверное, надо РПГ еще и ящик выставил, потому что под псевдогигант. РПГ. Вона точно дасть результат. Ну посмотрим, посмотрим. Чоловіче, тобі не системи вигадувати. Тобі від ігроманії лікувати. Ховатися потрібно на Так, налей пиво с Пиво з водкой. горілкою налий. Плесни ерша. Уважаю. Может сразу чего покрепче или подымить? Як минулого разу. Я більше не буду. Бувай, чуваче, не губися. 150, нихера себе. Боуги. Мені не платять за розмови. Ага. Я поки... Боуги. Блин, прикольное место все-таки. А подобный бар, я думаю, очень легко организовать. Типа, ну... Любой другой такой задроченную комнату, ну, точнее, помещение бери и делай. Такие же разбитые телеки ставишь внутри пива. Чё нет-то? Блин.
Блин. А. Ладно. А где тут поспать можно? Максон Жук. Чоловіче, у мене справи цікавіші за тебе знайдуться. У нас полно таких. Ну, типа, да. Ну, у нас в Якутске, к примеру, тоже бар культура. Очень похож на такое место. Практически. О, не. Сыграла все-таки эта песня. Сыграла все-таки. Провокационная эта хуета. Да. О, как. Да. Кинем Грен туда. О! Ну, поспать можно. Ой. Она также играть будет, интересно. Куроне, то ви змія? Поміж хвилин? Ховатися потрібно на видному місці. Толстоліс. Вибачте, але зараз взагалі ніяк. Толстоліс. Здорово. Ті здовго того не Да блин, слушай. А что такое? Я всю еду сейчас переведу, блин. Все продовольствие. На этих снах. Все, еда кончилась. Officially. Боксер, что ли? Парни. Ну, короче, пока почему-то нельзя участвовать в бою. 9К есть. Что я могу сделать за 9К? О, что за хер? Тиран. Что еще? Что нового назвать? Точно вы все. Иногда на слепых псов больше патрон тратить, чем на вашего брата. Бай-бай. Бай-бай. Интересно, во втором сталкере раскрыли такие тайны, где тут пекут свежие батоны? Ну, возможно. Прикольно.
Просто почему говорю возможно, потому что здесь же я получил свежий хлеб у одного челика там. Любопытная тема. Потрібно на видному місці. Ось тоді хер хто знайде. Не пали. Не пали. Какой-нибудь квест в пекарне. Да, ну, надеюсь, есть что-нибудь такое. Бар. Сторинген. А, да ладно, Сторинген. Прикол. Семен Данилович. Бармен. Так, у бармена. Сейчас с тех времен, когда это место принадлежало долгу, когда свобода отжала Росток, мне давали возможность уйти, а я решил, что мой долг сохранить этот бар. Я вирішив, що мій обов'язок зберегти цей бар. І як бачиш, поки ви... Как видишь, пока получается. Дисциплина местных, конечно, хромает, но отбоя от клиентов нет. Так что жаловаться не на что. Так що, скаржитися нема на що. А ты за выпивку или по другому вопросу? Так, есть для меня особенное задание? Робота є для мене. Желательно посерьезнее. Есть. На складе в рыжем лесу бандиты обосновались. Грабят свободу и всячески мешают бизнесу. Миклуха назначил нехилую награду за их голову, отправил группу свободовцев. Но они, похоже, стряли по полной, перестали выходить на связь. Нужно ликвидировать всех бандитов до единого и по возможности выяснить, что с отрядом свободовцев случилось. Берешься? Возьмусь. Добре. Хорошо, отправил тебе координаты склада, место, с которого группа последний раз на связь выходила. Если ничего по ним не найдешь, сами разберемся. Ты главное, бандитов перебиты. Удачи тебе там. Так, хочу подзаработать. Что, посмотрел новую снарягу, как купонов не хватает? Понимаю. Вот что могу тебе предложить. Блять, артефакт. А какой? Распинался, что ищет еще один артефакт для свободовца, как назло. Только что последнюю партию таких большой крови. Оплату он сильно выше. Ага. Так что можешь попробовать. Беру. Мертвая губка, блядь. Типа сапфир, мертвая губка. Где такие найти? Я хз вообще. Батарейка. Колючка. Так. Уже что-то, да. Блять, артефакты у него стоят нахуй 100к, а я продаю свои за 4к. Ну, пиздец какой-то. Вот реально жду какой-нибудь нормальный мод на торговлю. Что вот прям по-хорошему было. Вот, нихера себе, коридорчик. Интересный. Вау. Ядрить, колотить. Идем патч через неделю. Засосало. Ох, ядрить прогрузы. В 20 раз понижает Сан Сидорович, по-моему, себе такого не позволял, да.
Вот Сидорович был мужик, блядь, да? Сука. А не вот это вот все. Пирамидная подкладка. Игорек Ёж. Блин. Покоцало его, конечно. Тут за жопу его прям поцарапал. О, треугольник. Блять, опасно было так бить. Еще чуть-чуть и Z получился бы. Охуеть. Так. Ебать мне идти. Охуеть. Охуеть. Свежий тайник. Два ебучих километра переть. Пиздец. А я же был приготовился репортить, да. Ну что ж, приключение началось. О, подвал. Так, достаем дробовик. О, консерва. Пора кушать. Все популярнее и популярнее. Ну, ребята же не пишут. Я был бы рад, конечно, если бы писали. Был бы рад общению. А так... Как бы предыдущий наш опыт не забываем. Заходил как-то чел, создавая видимость толпы с ботами. Как бы, да. Поэтому не шибко, как бы, ну, радуемся. Но тем не менее, надежда теплится. Леха легенда. Нифига себе, легенда. Бля, не то сделал. Так. Сюда. 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 И сюда. Привет, ты твой единственный зритель, да? Так, история. И просто валю их в рукопаш. Фух, Эдота. Ладно. Видимо, я вас смущаю, ребята. Надо уходить. Набухайся, если идешь на полтергейста. Тварь слепая и глухая, но ощущает присутствие. Но когда сам себя не ощущаешь, то и мутант не может. Коли сам себе не відчуваєш, то й мутант не зможе. Чё? Круто. А я думав, що горілка тільки радіацію лікує. Да ладно, не. Реально? Надо бы проверить. Сподіваюсь,
Надеюсь, охота была неудачной, сталкер. Если нет, обращайся за советом. Я с учеными работаю и много чего знаю. И не час, и Припять повидал. Первое наставление даю бесплатно, потому что мы тут не чужие люди. За одним периметром ходим и от одних выбросов прячемся. Что скажешь? Слушайте, а какой-то интересный персонаж. Ну, давай, рассказывай. Так? Ну давай свою пораду. Пробовал гранаты аномалии безврежить. Попадешь как следует аномалия, ясен пень исчезнет, но на минуту станет безвредной. А чтобы узнать, когда аномалия снова активируется, тут либо чуйка нужна, либо много часов наблюдения. Ну что, дать еще совет? Но дальше уже за купона. То есть граната нейтрализует на куда более долгое время? Добре. Зав'язую корчить опытного. Зав'язуй влаштовувати вистави. А ты что такой борзый? Ребят, спокойно, дайте нам пару минут пообщаться наедине, я разберусь. Слушателей задерживать не хочу, поэтому давай по сути. Ты ведь денег хочешь или хабара? Так давай договоримся, как деловые люди. Давай попробуем. Припустимо. Що пропонуєш? Вот тебе координат схрон, там сочный лут. Обидно не будет, и это наша последняя встреча. Если вы вдруг поняли, свали. Не стой на пути просвещения. Легендарный схрон. О, все пропали. Блять! Леха легенда. Так. КПК Лехи легенда, он же Коряга. Судя по переписке, подготовка к афере у него была основательной. Вел дела с Бугром напрямую, не последний человек был. Только это ему не сильно помогло. Вот такой вот, да? Коряга. Я на барахолке сейчас лохов стригу, охрана бы. У меня такса пряжная, без проблем. Только один из их бродяг поприличнее. Легко. Как раз вчера пару вольных обманули. И предупреди, чтобы они меня Леха легендой назвали, чтоб комар носа не подточил. Вот так вот, ребята, вот так вот. Прикольно, да? Конечно... Вольных вольнул, но что поделать. Славик Валун. Хотя вот это бандит 100%. Робомеханик. Коля Хрусталь. Хрусталь. Ромка Собачник. Да, все чудесати, чудесати. Да, блин. Аккуратно. Схрон. О. Хлебушек с водой.
Да, есть. Ну, блин, скудненький. Рядом ничего нет? Нет. Блин, у меня прям чуйка на такие места. Уже. Опа. Ох, блин, сейчас переться туда, ёбана-бобана. Ладно, пошли. Зато небольшой снарягой обзавелся. Еда, все дела. Вот тут, по-моему, Рихтер должен находиться где-то. Ну ладно. Ну все, приплыл. В смысле, кто это? А? Что-то я нашел всего один скрин Вики с ценами Сидоровича. Если я правильно понял, то Сидорович продал всего 2 раза дороже, чем покупал. Да он святой. А мне тут какой-то Кири говорит, что приплыл. О! Ничего себе. Урчай, сталкер, подгони водочки, не губи. Что стряслось? Что с тобой сталось? Я облучился сильно. Да, пузыря себя влил, чтоб не сдохнуть. Так это, да, еще? Ну или антирад, если есть, чтобы до медика до того добраться. На, антирад лучше. Антир-1. О, ща, попусти чуток, спасибо. Безобидно поговорим, когда я не буду умирать. Ладно, давай. Я за ним пойду. Блин, прикольно, все-таки тут есть какие-то всякие разные события, ивенты. Хорошие, забавные. Пока буду его сопровождать. Что-то я думаю, что он мне, ну, как бы это... Спасибо деньгами скажет. Погоди, это место... А, вот сюда вот пришли. Понял. Кстати, на арену, может быть, сможем зайти. Попробуем еще раз. Прикольно. Блин, он прям до доктора походу решил побежать. Давай, 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 беги, 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 беги. О, да, прям к доктору пришел.
Так, сквозь дверь, хорошо, ладно. Чувак, я тобі Я просто- Давай потом поговорим. Мне бы отлежаться. Мені відлежатися. Блин, вот тут лагать начинает что-то прям дико. Ладно, попробуем к этому. На арену спуститься. Еще раз. О. О. Здоров. Не Понятно. пропадай. Попробуем еще раз лечь спать. Здоров. Не пропадай. Ясно. Не знаю, что с ареной, но он просто, ну, не работает. Чувак, я тобі вдячний, але давай потім говорити. Мені відлежатися. Надеюсь, здесь есть сквозной проход. Да, в принципе, можно выйти. Прикольно. Эй, блин. И все, да. Опачки. Хлебные крошки. Так, тут что-то не то. Бля, что происходит? Ёбаный рот. Бандитов завалили. Да. Полтергейст! Так, только мы это... Шкафчик сейчас себе залутаем. Вах. Нормально такой. Хорошая нычка. Из хлебных крошек. Патрон для винтореза. Ты не пугай меня, не стой так стрёмно, блядь, болтун нахуй. На ситуация. Чё, Куплинов? Непонятно.
Не поваляешь, не поешь. Ай-ка, блин, твою мать. Ну, кстати, полтергейст, пора бухать. Ой, блядь, я же совета пиздобола слушаю. Сука, блин. Сука, Леха легенда говна вонючего. Не зря я его грохнул. Нет, нет, нет. Сейчас стукнет меня. О! Второй вылет пошел. Вот за все эти 3 дня он только второй раз вылетел у меня. У кого-то вылетает намного чаще. А чё F5? Стрим уже нормально идет, все хорошо. Я, кстати, жесткие ограничения ставил на Twitch. Только подтвержденные мейлы и телефоны, что были, типа. Видим, поэтому сообщения мы не видим. А так, возможно, писали бы. F5 помог. Понял. Не, у меня вообще, в принципе, игра зависала. Может, номер карты тебе еще? Ну, блин, хули нет-то, блядь. Why not? Блять, ёбаный рот. Ну, давайте я попробую убрать эту тему. Начнут ли писать? Это, мне кажется, люди не пишут из-за этого. Модерация. Ну все. Угу. Да. Все, сорян, что вставил эту тему. Вроде как сейчас можно писать что-то. Плюс чат, если бы вот. Ну, не знаю.
Вроде бы убрал. Угу. Угу. Все. Блин, страшно как-то он. Так, а где этот сраный полтергейст находится? На крыше, может быть? Молотком меня прибить пытается. Вот она, сволочь! Ха! Подохни, тварь. Достал его таки. Блин, стоял тут, суету наводил. Блин, дробаш, конечно, вообще великолепный. Ай-яй-яй-яй-яй. А. Потопали дальше. Ох, нифига, полтик теперь тело имеет. Точнее, половину тела. А, кстати. Чё это? Пора, родной, пора охотиться за артефактами. Вот не помню, то ли в Тень Чернобыля, то ли в Зове Припяти. Тут на меня дохерище мутантов напало. Снорки в том числе. О. Так. Блять! Поддонок. Чё, притаился, говно? О! На, блядь! Хорошо. Четко справился с поставленной задачей. Есть. Нортон.
Переписка с Вестом. Нортон, Вест, у нас траблы. Те вольные с кордона продали артефакт Сидоровичу, аванс возвращать не хотят. Говорят, мы их обмануть пытались. А Сидор пояснил, сколько на самом деле товар стоит. Блях, когда мы стали скупее, чем Сидор? Я не знаю. Может, когда ты последний болт в карту проиграл? Философ хренов. Короче, парней надо обнулять, пока они растрепали, что свободовцев как лохов можно развести. Пиши своему наемнику, как его там. Молиго зовут, 100 раз тебе говорил. Да мне похрен, как его зовут, лишь бы все сделать тихо и быстро. Понял. И это моль, да? Молодець, сталкери. Удел урода. А аптечка, сподіваюся, знайдеться? Ну держи, ладно. Ось, тримай. Дякую, виручив. Спасибо, выручил. Купоны уже у тебя на КПК. Не люблю быть Не должным. люблю бути винним. 1200. Что случилось? Тут сталося. Свободовцы позвали заказ обстоять. На точку перед встречей не проверили. Але точку перед зустрічю не перевірили. Вот и пошли на корм кровососу. Блях, с какими дебилами приходится работать. Осуждаю, осуждаю. Я нашел КПК свободовцев. Судячи з переписки волівців, Они у тебя воно тебе вільне. вольных заказали. Ну да, и что? Мораль мне читать будешь? Ты мне заплатишь. Є інша ідея. Ти мені платиш, а А я не сказал розповідаю Сидорович, Сидоровичу, что що ты хотел прикінчити прикончить його пацана. пацанів. Вот ты гнил. Ладно, держи. Вот теперь тебя, сука, каждый наемник будет знать. Але тепер тебе, сука, кожен найманець знатиме. Нет, никто не узнает. Хе-хе-хе. Эх. Так, где-то тут лежит ништяковый такой хороший артефакт. Так. Значит, он где-то здесь? Дихлофосом еще попшик. Ну да, он же моль. Нихера себе амбиент. Оно тут. Кажется, это что-то электрическое. Надеюсь, что-то получше, чем просто защита от электричества. Приколдесно. Но пусто. Ебать, а чё так интересно-то? Так. Ай-яй-яй, тихо. Оно типа тут или еще где, понять не могу. О. О. Где? О, батарейка. Выносливость плюс. Слушай. Неплохо. Короче, надо костюм улучшать. Чтобы дополнительную ячейку под артефакт можно было засунуть.
Да, столько стоило. Только, правда, я продам ее за 5000 только всего лишь. Потому что тут такая вот, блядь, экономика, нахуй. Ну, с одной стороны, вот как будто бы ублюдская, но с другой стороны, как бы понимаю, что если бы я, допустим, найдя один такой артефакт, продал бы его за, ну, хотя бы половину суммы, ну, то есть, прикинь, я 50 тысяч получил бы, то тогда как будто бы интерес полутать пропадет, но в то же время как-то, ну... Дефать игру таким типа образом, ну такой себе. А, подождите, блин, там же подземка была какая-то такая интересная. А, ебать, копать. В общем, надо ждать. В общем, надо ждать. Блять, чуть не охуел. Что-то шумит, я подумал, кто-то бежит на меня. О, хороший склон. Блять, орава крыс. Ай, ай, не кусай. Ай. Блять, выносливости нету. Блин, хоть огнемет вытаскивай, серьезно. Сорян, я не хотел. Нормально все ровно? Ладно. Чё? Сраные крысы. Чуть не рассорили меня с вольными, нах. О, смотри, как пошли туда. А вы меня ищете все-таки? Они ищут того, кто стрелял в них. Блять, сука! Помоги им, спуск. Да блять, как вечно патронов-то не хватает? Ты чё, откуда взялся? Сука, змей, нахуй. Блин. Я даже как-то рад видеть Уильяма Дефо. Да. Сенса норм? Ну, как будто бы не норм.
Блять. Ай-яй-яй. Да охуеть, сколько вас? Пипец. С отечественным укором. Как ты мог умереть? Или типа, ты чё умер от голода? И предлагает такой, вот колбаска с батоном. Ты чё? Блин, ну, ни хера не вижу. Наемники, значит. Леонид вампир, блин. Соснул. Леонид вампир. А что они тут делали, интересно? Блин, а вооружены-то прям нихуйно, да? Тони хирург, Азиз санитар. Азиз. Опа. Слышали, да? Моль таки успел скин сталкером, да. Видимо, так и есть. Но он говорил, что не сталкеры, а... Типа, теперь каждый наемник будет знать, кто такой. Кажется, реально. Но правда, ну, не вяжется. Они тут, а мы там. Кто такие, непонятно. Просто рандомочки какие-то, походу. Но если вообще группировка наемников теперь на меня будет агриться, то это, конечно, блин, ситуация. Чего, блядь? Нихуя себе. Бля, вообще не вижу его. Сложно разобрать. Бессмертный, что ли? Попадаю в голову уже, слышите?
Да уж, прикол какой-то. Ха. Пасха. Прикольно. О! Блять, стоял, пялился на это. И засосало. Замануха, да. Интересная штука. Опа. Так. Мне предлагают заняться паркуром, насколько я понимаю. Было бы прикольно, если бы он вдруг упал. Я не понял, что за ловушка с Пасхой. А там просто близко очень аномалия стоит. Не засал в нее. Видишь? Я буквально шаг назад сделал, и все. А она меня скидывает вниз. А так, конечно, прям хитро, как будто положено. Как будто бы задумано. Бля, вот там какой-то чел стоит интересный. Видите его? Надо в это здание попасть. О! Блин, я вот это искал. Схрон. Так, надо как спуститься. Аккуратненько. Что-то мне кажется, что у него что-то там интересное. Блять. Только не говорите мне, что это выброс. Нихуя. Агрец. Так, обойдем здание вокруг. Блин, сооружение, конечно, серьезное. Тут явно что-то будет происходить сюжетное. 100%. Вот слышу его, слышу его. Ругается там что-то. Нельзя. Вот тут еще свет горит.
Ну да, тут, короче, что-то прям мега-мега сюжетное. Локация прям такая. Заготовленная. Блин, красиво. Да, приближаюсь потихо. Тут, короче, сайд-квест у меня жесткий какой-то. Мать его. Ха. Здорово, мужики. Ну, не знаю, не похоже, что... Блять, ебать! Еще б чуть-чуть и ёпта убило бы. Ну, это просто похоже на непогоду, нежели чем на выброс. Да, вообще очень близко было. Местечко. О, КПК. Заметки пропавшем хабаре. Витя, алло, где-то проклятый вертушка с моим хабаром. Я ведь точно в дикую территорию пришел. Не мог же я так напиться или мог? Вертушка, значит. Наверное, вот тут, короче, есть какой-то прям прикольный хабар. Янтарь. Новый регион. Прикол. Еба. Блин, красивая погода очень. Как же охуенно сделано. Так, уже да. Бля, крыса. Это просто мячик. А у меня есть такой артефакт легендарный.
Блин, под землей. Ай, блядь. Надо как-то внутрь попасть. Че, опять паркур? Да. О, Леха пан. Блин. Молния-то бьет прям близко, как будто бы. Так. Ну, сюда точно можно подняться как-то. О, блять. Давай. Блин, не туда. Неплохо. Тимур, дай. О. Леха Вальхалла, блин. Бля, только не набухайся до смерти, пожалуйста. О, блядь, штормит нахуй, пиздец. Так, антирадинчик возьмем. Бля, не то. Воды попей. О, наконец-то. Бля, тут все еще фонит? Так, погоди. Блять, да не то нахуй. Пиздец. Ща. О. Да блять, пиздец. Все зря. Ладно, я думаю, тут есть где-то путь. Бля, последнюю водку выпиваю. Вот, где-то тут что-то есть, да. Бля, иду пьяный.
Бля, где я нахуй? Блин, наконец-то конец забора. Я хрен его знаю. Так, воды попьем. Нормально. Так, буханки, буханки. Много буханок. Удивительно, что тут не сильно фонит, как будто бы. Нормально все. А, бля, еще один забор. Сколько тут заборов. Так, надо что-то похавать. Нихера себе. Вот разве что как-то через лес, может быть. Может, тут есть такое место, где можно прошмыгнуть. Блин, место такое, конечно, жуткое. Транспорта до хера. Ни души. Мне показалось, или что ты слышал? О, что это такое? Ну-ка. Так, тут какая-то херня интересная. Ух, тут аномалий много. Вы гляньте. Это выверт, да? Дохерища вывертов просто. Так, тут по-любому должно быть что-то. Ну, артефакт имеется в виду. Блять, ебать. Артефактов нет. Такое ощущение, что здесь типа не ступала нога сталкера. Такое вот место. Ни хабара, ничего нет.
Пойдем. Так, а вот и забор. И как будто бы вот он мой билетик. Да. Все, я зашел. И что это за охереть какая охраняемая зона? Вокруг забор просто. Непроходимый. Так, а вот и здание это. Блять. Сука, где он? Ебучий баюн, сука. Бля, пиздец, он наплодил. А, так этот код не один еще, да, походу? Да, нихуя не один. Бля, он где-то внизу, внутри. Да вы прикалываетесь. Тут-то я нормально, не? Бля, вот был только что.
Блин, Баюн, сука, стрёмное дерьмо. Закінчилося. Час повернутися до справ та розваг. Наконец-то. О, не, нахуй. Заходим. Так. Любопытное местечко я попал. О, Гудзон, спасибо за 500. На колбасу с патронами достать. Да, сейчас. Спасибо большое. А где алерт, лол? Так, я закончил работать. Предлагайте закончить и лучше завтра запустить. Ну да. А, вот пришло. Спасибо за 500, Гудзон. На колбасу с патронами. Иди спать. Спасибо. Ща я найду способ пробраться в подвал. О, вот он. Сейчас вот этот схрон заберу. Какой-то крутой схрон. А, блядь. Да ну нахуй. И чё? Где я должен найти этот ключ? Он тут где-то? Ну, хотя бы открыл себе путь сюда. А прикиньте, ключ где-то вот так вот просто валяется. Типа, просто для внимательных. Тема. Блин, патронов тут прилично, конечно. Интересное место. Но непонятно. Что тут вообще? Загадочное место. И нужно топать в сторону этого, да? А может, у одного из котов что-то было? Одного кота я тут пальнул, по-моему. Это был полный бред. Кот Баюн, мать его. Грибы, да. Блин, охереть они тут амбиента навалили. Жесткого.
Угу. А вот и он. Тайник убитого сталкера. Смотри, Кенни, я сплю, а компьютер сам печатает букву «З». Спасибо за мемку на потнофе. Вау. Вы это видите? Винты вертолетов крутятся. Ебать, что за место прикольное. Уже светает потихоньку. Так, надеюсь, тут не сильно фонит. Так, я думаю, надо доставать детектор. Тут по-любому. Да. Yes. Чего нахуй? Это чё? Это пси-атака ебашит, что ли? Блин, впервые пси-атаку встречаю в этой игре. Нифига. Корона. Слабая выносливость. Корона. Нихера себе. Да ну нахер. Вы чё, прикалываетесь? А как? Да не. Реально? Можно подняться на это? Может, попробуем? Блин, ну, как будто да, можно. Блин, не убивай!
Блин, вот как-то туда надо добраться. Знаете, как вот эти вот вертолеты называются? Их коровами называют. Ничего не знаю. Ну, называют коровой. Это один из самых огромных вертолетов. Корова. Блять. Ну я хуй знаю, там должно быть что-то очень нереально крутое. А, пиздос. Засосала. Да блять. Да ебаный рот. Ну блин, я ж как-то делаю. Так. Да блять. Ну вот почти. Ну, блин. О! Сюда. О! Красиво. Блять, гондонское дерьмо. Я нихуя не вижу, блять, просто там все везде искажено, и я не понимаю порой. Да нет! Не заметил. Блять, и ради только этого, серьезно. Да ну нахуй. В натуре? Не. Ну хорошо.
О, сталкеры пришли. Да, спокойных снов. Я тоже закончу тогда. Пожалуй. Будем заканчивать потихоньку. Так. Всем спасибо, кто был. Проходите на телеграм-канал. Там новости, там приколдесы и прочее такое. И завтра первым делом я туда закинул оповещение о начале стрима. Все, на это все. Спасибо за общение. Спасибо, Гудзон, за донаты. Увидимся завтра. Вот. Всем пока.